Итак, я всех приветствую на канале Лэптопе Лайф. Меня зовут Екатерина, и сегодня у нас стрим. Антоха, просто Никита, Старбуки и One No Name. Всех приветствую, ребята, привет, всем кря. Сегодня у нас будет вторая часть по MSI-чику. На прошлом стримчике мы с вами разобрали сей агрегат-аппарат, выяснили, что он включается, но картинки нет. Давайте сегодня найдем эту картинку, сделаем это. Протон, привет. Чатик, привет. Напоминаю, у нас была сломана петля и шлейф матрицы, ну, скажем так, не первой свежести. Да, народ, чатик, привет. Лайки ставим, проходим, передаем за проезд, рассаживаемся, лайчики поставили. Потихонечку, ну что, на 5-минутная готовность. 14 человек уже в чате, быстро вы. Ну, на самом деле, мне тоже интересно, а где картинка? Я думаю, что сегодня найдем. Шлейф приехал? Нет, шлейф не приехал, но нам не помеха. Я думаю, что все равно надо будет посмотреть. Что еще хотелось бы сказать? По поводу, скажем, всего аппарата конкретного, да, шлейфик, да, это отдельная песня, но нет картинки. Я все-таки так подозреваю, что, несмотря на то, что мы подключали по HDMI мониторчик, картинки не было, скорее всего, из-за того, что все-таки либо дрова не установлены, либо еще что-то. То есть на моем, скорее всего, не установлены дрова, а на родном SSD я подозреваю, что, ну, может пароль, может еще что-то. В общем, это не показатель. Мы с вами также прозвонили шлейфик, выяснили, что... Давайте я шлейф покажу. Вот. Проходим, рассаживаемся, за просмотр передаем. Шлейфик у нас вот в таком состоянии. 2 провода, я их опять рассоединила, но дабы я их отзвонить, если что. Там мини-дисплей-порт еще есть, вроде. Я посмотрю, но я думаю, что мы все-таки с картинку на матрицу постараемся вывести. Вот. 2 оборванных... Аквалору, физкульту, да, кря-кря, привет. 2 оборванных проводочка оказалось, ну, фигня фигней. То есть один это вообще там масса, да, а второй это вообще грамм, по-моему, да, но на веб-камеру. То бишь это все влиять не должно. Из того, что мы с вами позвонили, отзвонили и так далее, мы уперлись в том, что нам нужна BoardView. И спасибо большое Сергею за то, что скинул. Вот, на этом мы, в принципе, прошлый стримчик и закончили. То есть у нас есть теперь на данный момент BoardView, есть плата. И я думаю, что, ну, пойдемте искать картинку. Так, для начала, что нам нужно? Для начала давайте еще раз убедимся, что картинки нет. Да, вроде есть DisplayPort. Погнали. Что нам нужно? Я использую тестер USB, он же тестер инициализации. А родную матрицу есть куда подкинуть? Да, есть. Но сейчас я работаю с неродной матрицей. Это на данный момент моя матрица, она рабочая, проверенная, точно рабочая. То есть пока родную матрицу не трогаем, сейчас все тесты идут на моей матрице, потому что у нас тут тоже, видите ли, ну как бы тут такой не первой свежести. И это вот раз. Напоминаю, материнская плата у нас MS-16U61, версия 1.0. Давайте так сделаем. У нас получается шлейфик мы сейчас подключим. Как бы нам надо воссоздать. Сделаем на 1 шаг назад, ну, дабы еще раз удивиться, что есть дефект. Вот. В принципе, охлаждение... По-хорошему бы закинуть охлад синей изолентой. Да, Никит, я думаю, что так и нужно. Так, Вадим, Пипа, Екатерина, привет. Вроде MSI не были замечены на том, что хотят какие-то супер-пупер свои матрицы или какие-то у них супер-пупер прошивки. Я думаю, что сейчас разберемся. Во всяком случае, я готова к труду и обороне. Что мы делаем? Здесь у нас... Давайте так сделаем немножечко. В принципе, вот такой разъемчик питания я через обычный переходник от HP подключаю. В данном случае, я думаю, все окей. Сейчас все разберемся. Подключать ли, не знаю, как бы накидывать, не накидывать. Давайте так.
плата стартанет и без охлада, нам, в принципе, просто убедиться, что нет картинки, а дальше уже будем решать. Разберемся. Тест инициализации на всякий случай, чтобы было видно, что есть. Включаю ЛБПшечку, нажимаем кнопочку. Ждем. Так, вот сделаем, чтобы тестер было видно. И матрицу. Ждем. Старт есть, картинки нет. Ну, собственно, ничего нового, мы уже это проходили. Сейчас еще раз пикнет. Не пикнет. Собственно, так все и было. Ахалай-махалай, заведись MSI. Ну, я думаю, почти так и будет. Ахалай-махалай, все сделаем. Просто убедились, что картинки нету. Я все отключаю или не все отключаю. Давайте так. Я предлагаю перейти к Board View, раз она у нас есть, и по ней пройдемся. Комбит, я приветствую. Мой лайк для Екатерины. Спасибо. Давайте так, включу. Но матрица запитана. По-моему, да, сейчас разберемся. Тоже был ноут первым шлифом. Так кто-то вообще моргал, мерцал, особенно когда мы зум включали. То есть такая, типа, светомузыка, да. Предлагаю включить Board View и буду потихонечку показывать, рассказывать, и будем переходить от борды к плате и обратно. Ну, сейчас разберемся. Как-то я прям быстро стартанула, да? Что значит настрой? 6 минут, а я уже к борде перехожу. Ну, окей. Угу. Захват экрана. Итак, файлик у нас вот он, открыт. Единственное, что надо перевернуть, чтобы так же был, как плат у нас лежит. Да, вроде так. Смотрим. Вот он наш разъем включения шлейфа матрицы. Вот он. Он самый он. Он. Угу. Надеюсь, что видно. Плюс 3V вебкам, как мы понимаем, веб-камера нам особо-то и не нужна, если уж на то пошло. Вот. У нас получается так. EDP AUX. Ну, это нам нужно, но попозже. Угу. Подсветка нас тоже, по сути, не интересует на данный момент. Так, по поводу у нас вот этот и вот этот, и вот этот, и вот этот линии, это, скорее всего, для 4К матрицы. Остальные вроде как у нас есть. Я думаю, надо потихонечку пробовать отзванивать наших друганов. Давайте посмотрим. Так, что нам нужно, чтобы была картинка? При условии, что у нас типа все ок, биос ок, видеочип ок и все-все-все. Во-первых, сама матрица должна быть запитана. То бишь, вот, смотрим, 33, 34, 35, 36 плюс 3 VLCD. Оно. Мы можем либо на разъемчике посмотреть, либо переходим на обратную сторону платы. Но мы где-то здесь, по-моему, с вами и смотрели, да? Да. О, тут даже вот PL какой-то, я не знаю, установлен он или нет. Мы смотрели как раз-таки, да, на U11, на вот первом выводе. Угу. Можем еще раз глянуть, то есть нам что нужно? Чтобы матрица была запитана. Это 3,3 вольта. 3,3 вольта. Это раз. Дальше матрица должна у нас выдать сигнал HPD. Где он там есть-то у нас? Где ты? Ты где? Сейчас найдем. О! Да. Дальше у нас матрица должна... Ой, кто это тут? Кто тут? Кравцов! Да! Здрасте! Кто это тут? Здрасте! Ну-ка, от винта. Здрасте. Здрасте! Кравцов, а скинь-ка мне ссылку в телегу на твое супер-пупер жало. Спасибо за донатик. Кря, спасибо за поддержку. Угу. Здравствуйте, Екатерина. No name nobody. Здравствуйте. Так, еще нужно распиновку на матрицу EDP открыть. Да, звонить. Угу. Лишь не откусить. О, блин, советчики. Лишь не откусить. Ну, раз так, значит так. Привет всем еще раз привет, кто только подошел.
Обратно. Раз. О. Продолжаем. Что нам нужно? Матрица еще раз запитана. Дальше нам нужен HPD сигнал. Он идет с матрицы. То есть матрица он идет сюда. И здесь мы его можем померить на... Так, вот тут два резистора и какая-то PQ24. Посмотрим. Угу. Отлично. Дальше у нас должен быть обмен данных по AUX. Это вот эти два кондерчика. Здесь можно замерить AUX. AUX, да, оно. Вот они. По AUX. Ну, здесь можно осциллографом тыкнуть. Екатерина, привет, чат, привет. Приветствую. Здесь можно осциллографом тыкнуть, а дальше у нас уже вот пошли эти линии. То есть идем, как сказать, сначала, с самого начала. То есть смотрим питание матрицы, смотрим сигнал HPD с матрицы, дальше смотрим обмен на AUX. Угу. Ну, короче, вот тут два кондерчика. Здесь глянем. И вроде все. Давайте смотреть, раз такие пирожки. Оп. Сейчас разберемся. Как говорится, чудес не бывает. Погнали. Так, первое это матрица. По-хорошему питание матрицы нам бы посмотреть на какой-нибудь битой матрице. Ну, просто чтобы было не жалко. Но мне и хорошую матрицу для вас не жалко, так что будем смотреть на этой. Итак, у нас на обратной стороне, сейчас был, найдем, у нас был U11, то бишь вот этот, и первый вывод. Правильно? Правильно. Знаете что, наверное, я сейчас подставку для матрицы сделаю. Сейчас закину. Давай, Михаил, жду. Наверное, я сейчас подставку для матрицы организую. Вот так вот. Да. Я думаю, так будет самое оно. То все эти шевеления, конечно, хорошо. Вот так вот. Стой. Все, отлично. Вроде так. Это мы в стороночку. Нам нужен мультиметр. Погнали. Видно? Не видно. Видно. Угу. Давайте запитываем. И так, U11 это вот этот. И первый вывод. По-моему, мы его проверяли. Там было 3,3. Но раз уж начали, давайте сначала. Подаю питание, нажимаю кнопочку. Так, что-то там моргнуло. О, 3,3. Кстати, 3,3 есть. И матрица как бы немножко так блимкнула. Ну-ка, еще раз. Не понял, подожди. Было же 3,3. Давайте-ка еще раз. Питание, кнопочка. Ждем. Так, вот 3,3. И да, матрица как бы так немножечко изменила. Да, 3,3 есть. Все. Хорошо. Угу. Так, дальше нам нужен HPD. HPD нам нужно... HPD у нас идет с матрицы. Так, ну, наверное так, до матрицы. New Machinery, всем привет. Мы там сейчас так вот сделаем, смотрели. Он у нас с обратной стороны. Стоять. Кстати, когда будете вот так вот делать, очень-очень осторожно делайте, потому что вот эта вот штука проводит ток. То есть мы уже пробовали, она прозванивается, то есть она проводит ток аккуратненько. Так что вот так класть не надо. Сейчас уберу это. О, техножрецы. Гайсин Абдулла, привет. Техножрецы, привет. Мы такие, техножрецы. Это хорошо, мне нравится. Еще раз, вот эта штука вот, короче, экранированная, которая аккуратненько, она только проводящая. Как-нибудь так ее... Не хотелось бы нам чих-пых сделать раньше времени. Так, это мы убираем в стороночку. Здесь, наверное, что-нибудь я сейчас так сделаю. Стой. О, сойдет. Смотрим. Так, нам нужно... Давайте еще раз подглянем немножко на каком-то из резисторов, да?
Где ты? Так, HPD. Так, у нас где-то... Да. Так, вот тут 2 резистора и PQ24, да? Да. Угу. Либо на матрице, либо здесь глянем. Но в данном случае, наверное, все-таки пока тут. Убираем. Ну да, культуристы был машины. Ну так тоже можно, так тоже можно. Собираем, подключаем. Давайте еще раз подключам. Ить. Видно? Видно. Угу. Итак, а где этот... Так не видно. А так видно. Так, 2 резистора. PQ24 отсутствует на плате. То есть он пустой, вот резистор на месте. Сейчас какой-нибудь тыкнемся. Давайте пробуем. Вот. Подключаем. Включаем. Так, HPD у нас нету. А матрица уже блинкнула. Ну-ка. Тестер инициализации. Так, у нас нет HPD. Как такое может быть? HPD идет с матрицы на плату. Мы культуристы, а ты главный, значит, жрец. Ну, логично. Александр Гуменов с праздником кря-кря-кря. Праздником кря-кря. Закинул, налики заказывал. Ага, поняла. Спасибо. Так, у нас ситуация следующая. Такого быть не может, но это так. Матрица запитана. Дальше должен быть с матрицы сигнал. И его тут нету. Давайте, знаете, что сделаем? Я даже не знаю, как лучше. Матрица моя рабочая. Наша техножрица. Да-да-да, я такая. Надо проверить на матрице. В теории, не знаю, могли ли мы подпалить матрицу. Я могу еще одну найти. Давайте так. Кто там предлагал? Скорб, добрый вечер, бобрый. Нажми на кнопку, получишь результат. Давайте вот эту распиновку, она стандартная для всех матриц. Скачаем, посмотрим, как такое может быть. Может быть, от матрицы не доходит. Может быть, в принципе, может быть. Если у нас обрыв как раз-таки по HPD, ну, тут шлейф такой себе. Если он в обрыве, то он сюда может не доходить. Значит, надо проверить на матрице. Давайте посмотрим распиновку. Так, 30 пин EDP. У нас стандартная с этой стороны. Сейчас сделаем. Сейчас разберемся. Так, 30 пин EDP. Как она? Распиновка. Да, или даташит, или распиновка. Ну, в принципе, сойдет. Откройся. Да, есть. Захват экрана. Так, это распиновка на самой матрице. Собственно, вот. 17-й вывод HPD как раз-таки. Можем, знаете, что сделать? Проверить, на шаг назад сделать. Проверить, запитана ли матрица, потому что все-таки очень может быть, что если у нас проблема... Сейчас подумаем, как лучше сделать. Нет, наверное, не так. Давайте прозвоним от 3-вольтовой на материнке до питаловой матрицы, значит, LCD VCC, это 12-13 вывод, что он вообще есть. Тогда, значит, он будет запитан. И тогда посмотрим на 17-м выводе HPD, потому что если матрица запитана, она должна выдавать HPD. И только потом по AUX пойдет обмен. Короче, 17-й вывод на матрице. Ладно, сейчас разберемся. Нет. Всем привет, добрый вечер, с праздником. Привет, Дмитрий, привет. Дмитрий, привет. Тогда так. Мы, по-моему, уже это делали вчера, но это было вчера. Давайте сегодня сделаем. Тогда делаем на шаг назад. Что мы еще сделаем?
Если нам нужен сигнал HPD, который почему-то на материнке отсутствует, такой может быть, если в обрыве. Убедимся, что матрица запитана, то есть я сейчас в режиме прозвонки, получается, один щуп ставлю на U11, который первый, там где 3 вольта, это питание матрицы. И на выключенной, повторяю, на выключенной плате сейчас пройдемся здесь вот. Стоп. Да, есть. Значит, матрица будет запитана. Как сложно вызывать под собачку людей. Маскируются. Хорошо. Тогда нам нужен 17-й вывод. Как бы нам так... Сейчас посмотрим. 17-й, да? 17-й. Ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А что я пучусь? Можно же не так сделать. Можно же просто ткнуть. Подождите, сейчас будем проще. Что-то я это... Угу, без синей изоленты. Да, подождите, вы с синей изолентой. Что-то я немножко... Можно же попроще. Можно же прям тыкнуться на вот этот резистор. Ну, на один из двух. Где он, кстати? Вот здесь. А вторым щупом как раз-таки пройтись. Если в обрыве, тогда вполне себе... Так, только вот с этой, по-моему, стороны, да? Вот с этой, да. Если в обрыве, тогда вполне... Не поняла. Что-то тут не то. Подождите. А он на земле. Так, у нас сигнал HPD на земле, а такого быть не может. Ну-ка, если отключить шлейф матрицы. Так. Я думаю, что у нас обрыв, а у нас не обрыв. У нас почему-то, смотрите, при отключенном шлейфе матрицы, окей, если подключить шлейф матрицы, то он звонится на землю. Ну да. Вообще, конечно, логичнее было бы, что было бы... О, Авидео, привет! Всех приветушки, приятного стрима. Спасибо, привет, привет, привет. Мы еще комара ждем. Комар, приди, комар, приди. Слушайте, я думала, логичнее было бы, что матрица запитана, HPD рабочей матрица рабочая выдает, и он где-то не доходит до платы. Но у нас, получается, при подключенном шлейфе этот сигнал вообще на земле. Сейчас подумаем. Может ли быть, что, так как вот эта штука только проводящая, она еще на землю, что где-то у нас что-то пробито, какой-то вот этот провод, и как раз-таки замыкает сюда. Ладно, давайте так, 17-й вывод. Попробуем по-другому. Зайдем с обратной стороны. 17-й вывод. 17-й вывод. Сейчас посмотрим, блин. Конечно, здесь бы лучше бы планку матрицы подключить, а не матрицу. Ну ладно. 1, так, 2, 3, 4, 5, 6. Сначала. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Так, вот. Нифига не вижу. Так, ребята, секундочку. Давайте, знаете, как сделаем? Сейчас я сделаю следующее. Попробую под микроскоп заглянуть, потому что... стоп! Можно же по-другому сделать. Можно отключить шлейф. Вот так вот, с отключенным шлейфом попробую сделать замеры. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хрень какая-то. Стоять, нашли. Подожди. Смотрите, у нас получается тогда вот так. Я сейчас отключила матрицу. Я просто думала, может, матрицу подбили, коротнули. Ну, мало ли, шлейф растрепан. С отключенным матрицей, но подключенным шлейфом у нас получается эта линия на земле. Прикол? Так, я просто замер и обнаружил, что у меня все пальцы скрещены. И на ногах, да? Сказать такое, подождите, с изолентой есть даже для... Да. Так, тогда у нас... Тогда дело... Не в матрице и не в плате, дело в шлейфе матрицы. Хорошо.
Ну, в принципе, как мы изначально и предполагали, но... Так, давайте-ка я еще раз посмотрю. Может, где-то что-то... Еще разок. Ну да, он на земле. Ладно. Иван 51, привет-привет. Чё, Иван уже закупился у продавца? Слушайте, сейчас подумаем. Какие варианты? Вариант распотрошить шлейф. В принципе, это вариант. Найти этот провод. Ну, этот сигнал, он уже куда-то уходит. Правильно? Так, он должен идти в проц, да. То есть у нас получается, на всякий случай, давайте смотрим. Так, он идет сюда, дальше он идет на резисторы Так, этот на земле, а через этот резистор он идет в проц. Да, вот сюда идет. А что мы можем сделать? Как насчет, скажем так, экспериментов? Если мы сейчас уберем вот этот резистор, то есть смотрите еще раз, получается, у нас сигнал HPD из-за шлейфа матрицы положен на землю, а там должен быть высокий уровень. Ну, там 2-3 вольта должно быть, грубо говоря. Не обязательно 3, может меньше. Если, то есть он идет через вот эти два резистора, PQ24 отсутствует, R258 вторым концом на землю, а R257 как раз-таки вторым кольцом здесь нету и нету. Он идет в проц. Мы можем снять вот этот резистор. Тем самым мы что сделаем? Мы сделаем так, что да, у нас вот эта линия будет на земле, но пофигу. У нас самое главное, что проц по вот этому сигналу не будет на земле. И в теории, если мы его снимем, мы можем сюда с лабораторничка подать, не знаю, там 2,5-3 вольта. И если проц жив, то он начнет общаться с матрицей по ауксу. Вот. То есть начнется обмен данных по ауксу. Либо можно сделать ход конем, убрать этот резистор и попробовать его подтянуть, не знаю, какому-нибудь 3 вольтам, условно взять на плате 3 вольта и подтянуть. Только единственное, что не сигнальные брать, а какие-нибудь, ну, типа силовых. Что-то типа того сделать. Потому что если проц выжил после такой фигни, потому что есть вариант, что проц не выжил. В каком смысле не выжил? То есть он может быть подбит. То есть если у нас проблема по вот этой линии, и она ждет сигнал в проц, то у нас может быть потом не быть по ауксу вычетки. Давайте так, я сейчас сниму резистор, сейчас что-нибудь придумаем. Угу. Имитация хот-плаг, да. Да-да-да. Сейчас сымитируем хот-плаг. У меня попадались матрицы проблемные, то есть, которые матрицы не выдавали хот-плаг. Я просто подтягивал через резистор к 3 вольтам на матрице, и, как бы, в принципе, они работали. Да это все шлейф подкинул. Да, это точно. Угу. Ну, либо перебирать его. Так, но это если там до проблем нету шлейфе. Да, ну мы как бы идем сейчас по порядку, потому что пока что мы уперлись в то, что у нас шлейф этот сигнал на землю ложит. Так, давайте так. У нас получается, сейчас мы тут отзвоним. Оп. Еще раз, без шлейфа проверяем. Ну, тут неважно, проверяем. Да, ну не звонится, Тася. Вот этот резистор. Давайте его я сейчас тогда демонтирую. И попробуем. Раньше у меня для этих дел был второй лабораторник, как раз. Ну, сейчас у меня его нету, но мы сейчас что-нибудь придумаем. Ну, либо где-нибудь подтянем, найдем на материнке, либо откуда-нибудь. Все идет. Да, раздербаниваем, будем плести шлейфы, да?
Ну а что? Так, давайте так. Я сейчас его убираю. Тем самым... Блин. Немножко двумя паяльниками поработаем. Одним не особо получается. Ну-ка, стой. В принципе, можем его просто сдвинуть. Во, сдвинул уже, да? Да. Так, я его сдвинула. Убирать не будем. Проверяем, что все ок. Проверяем, что все ок. Так, шлейф. У меня прям чую, фигня начинается. Регион 67, всем привет, удачного стрима. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ссылку на поддержать стримера в описании. Лайки поставили. Пропустил начало. Пропустил начало, сейчас, блин, расскажу. Короче, мы выяснили, что матрица запитана, а вот с матрицы HPD не приходит. И мы потом померили, что это не HPD не приходит, а проблема в самом шлейфе. То есть при подключенном шлейфе та линия, где HPD, она на земле лежит. Вот я сейчас сняла резистор, дабы разделить. То есть у нас получается, вот она, на земле. Но резистор я сдвинула, то есть этот вывод, который идет, короче, это сигнал, который идет в проц, тем самым мы его не на земле сделали, да? Пум-пум-пум. Средний, так, через резистор откуда-нибудь. Так он на земле, вот в чем проблема-то, это понятно. Ночным бдением ноутбук Екатерины быть. Да-да-да. Слушай, тут проблема, если бы там был обрыв, я тоже думала, что может обрыв, тогда бы можно было, ну, блин, кинуть и все. А как ты кинешь, если тут на земле? Вот. Я сейчас сняла этот резистор. Он все выше одним концом, то есть со стороны шлейфа. Вот, смотри. Вот. Пищит. Шлейф убираем, не пищит. То есть при подключенном шлейфе он на земле. Но я резистор сдвинула. Получается, тот, который вывод на шлейф, он все еще на земле, а тот вывод, который на проц, мы его как бы... Он уже не на земле сейчас. А, вот сюда. Знаете что? Давайте так. То, что я сейчас сделаю, так делать не надо. Мне можно, вам нет. Есть у меня одна идейка. Сейчас найдем. Ну, я имею в виду так, где я убрала резистор. Сделаем круче. Я все придумала. Сейчас мы с вами, блин, запаяем батарейку биоса, батарейку CMOS. Ну-ка. 3 и 2, нормуль. Так, плюс. На шагающих утят быть похожими хотят, быть похожими хотят. Можно хвостик отряхнуть и пуститься в дальний путь, и пуститься в дальний путь. И пусть мы звоним, а не звоним. Мы ведь дозваниваемся. С? Тестер, спасибо большое. Спасибо за донат, спасибо за поддержку, бро, спасибо. Короче, мы все придумали. Я придумала. Немного трэш-контента подключим вот так вот сделаем. Так, сейчас. Если что, так делать не надо. Надо только единственное, что сейчас мы как-нибудь вот так вот сделаем. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Наверное, проводочками. Так, проводочками. Мы же вчера искали эти провода. Точно, точно. Сейчас сделаем. Сейчас все сделаем. Так, только чуть-чуть. Ну, паяйся. Паяется. Паяется, нет? Всегда так делали, вдруг нельзя. Не расстраивайся, видео. То есть ты всегда, когда нет картинки на матрице, припаиваешь батареечку к CMOS, да? Не, ну логично, в принципе, логично. Сейчас какой-нибудь... Так. Мы там тоже с батарейки BIOS же это снимали провода. Угу. Ну-ка. Так. Сейчас. Оп. Блин, не, нифига. Сейчас все будет, сейчас все будет. О, сойдет. Так, плюс вот эту, по-моему. Знаете? Ну-ка, стой. Сойдет. На всякий случай. Нет.
Плюс вот этот, блин, перепутала. Сорямба. Тогда наоборот. Сейчас сделаем, блин. Сойдет. Так, и здесь. Агась. Чё, думаете, будет картинка, нет? Или там про отцу досталось? Надо батарейку... Ага, ага. Да-да-да, чтобы наверняка. Да сейчас узнаем. Просто как бы это... Там может быть же и дальше быть проблема. То, что мы узнали, что нет HPD сигнала, вернее, то, что он на Земле, это один момент. Сейчас мы его сымитируем. Сойдет. И посмотрим. Это законно вообще? Ну, я не уверена, если честно, но вы же никому не скажете, правильно? Да, все верно. Эх, тогда делаем так. Мы с вами резистор сдвинули. Сейчас мы с вами похулиганим немножко. Чуть-чуть похулиганим. Вообще, с лабораторничка, главное присмотреться, точно, с лабораторника подать или где-нибудь на плате найти, но не сигнальный. Вот, но это было бы слишком просто. Что-то не паяешь. Ты что не паяешься-то? Давай. О, отлично, пошла. Все, сойдет. Сойдет. Так, давайте дальше. Штирлиц был наверняка как кнопку, но был могучим парнем. Да. Я бы только ограничил все равно через резюк. Да я бы, в принципе, так не стала бы делать, если уж на то пошло. Не, ну это логичнее через резистор потянуть. Чё-то меня напрягает, что наш DMA нет ИЗО. Всех напрягает. Любимая Катерина, зачем хулиганить? Ну, потому что могу, хочу. А где же еще хулиганить-то? Так, единственное, что нам бы землю где-нибудь еще бы взять. В принципе, можно... Ща. Вот так вот аккуратненько сойдет. Сейчас все будет. Ну, мы чуть-чуть похулиганим. Сейчас попробуем. Так. Держится? Ну, будем считать, что держится. Так, и здесь. Не вижу, блин. Ну-ка. Давай, паяйся. Так, это не ремонт, это прикол. Ну, вы знаете. Да вообще, по идее, если только в этом дело, он тоже, может, и заработает. Если не только в этом, то, блин, хрен там. На всякий случай, 3 вольта, да, есть. Нам бы землю где-нибудь взять. Да. Так, вроде все. На всякий случай еще разок проверяем. Так, шлейф подключен. Подключен. Где-то... Стоп, не вижу. Так, 3,2. Ну, сойдет. Со стороны шлейфа у нас, на всякий случай, проверяем. Блин, не вижу, попасть бы. Со стороны шлейфа все еще короткая. Но мы шлейф отрезали. В принципе, я готова. Если что, матрица моя, как бы батарейка. Не, а что она бахнет? Это же она, наоборот, с нее сигнал идет. Ну, как бы не сигнал, а питание в данном случае. Мы просто имитируем сигнал HPD. Она не бахнет. Она же в нее-то ничего не идет, это с нее пойдет. Ну что, делаем ставки. Что скажете? А что, будет прикольно там, типа, нет изображения на матрице? Припаяйте батарейку биоса. Что, будет работать, не будет работать? Что скажете? Сейчас, блин, узнаем. Все. Ладно. Да, просто... Да, тестер.
кивает. Это просто логический сигнал. Пу-пу-пу-пу-пу. Хулиган. Андрей, блин. Бежим, мы в тебя верим. Пробуем, блин. Так, на всякий случай лучше отойти подальше. Ладно, я шучу. Смотрим. Если проц выжил, у нас... Так, моргнула. Но картинки не было. Ждем. Ого-го! Так, я выключаю на всякий пожарный. Сейчас надо передохнуть. Я даже не знаю, кто молодец, кто не очень. Так, картинка есть. Выдыхай, бобер. Давайте, что ли, охлад накинем. Блин, есть что-нибудь охлад? Фига себе. Ну, короче, вы поняли, да? Если картинки нет на матрице, просто батареечку биоса припаиваете, и все работает. Это новая версия. Этот проводок отпаялся, теперь батарейка биоса разрядилась. Так делать не надо. Я хулиганю, потому что я могу. Вот. Вам нельзя, мне можно. Давайте, наверное, все-таки чуть-чуть подкинем. Слушайте, это хорошо, потому что на самом деле была вероятность. Но с цветами беда. Шлифу конец. Я сейчас подкину охлад, чуть-чуть подольше посмотрим. Шлифу точно конец. По этой линии могло процу достаться. И он бы не обменивался уже данными с матрицы, то есть не мог бы вычитать ни разрешения, ничего. Тест-тестов, привет, привет, привет. Было бы печально. Кажется, я был прав, что с платой еще была проблема. Так, сейчас я немножко тоже выдохну. Все эти эксперименты, это весело, конечно, но, если честно, чуть-чуть цикотно, самую малость. Чисто сверху мажу. Тестировать в таком состоянии, конечно же, безумие. Нет, мы, конечно, прикалываем, что не до такой степени. Извращенцы, давай, извращенцы, давайте еще. Извращенцы, куда вы меня тащите, извращенцы, да? Блин. Я не знаю даже, как-то прям... Так, я пока отключу. Как бы так. Наверное, блин, даже охлад не хочу. Может быть, вот так сделаем? Прокатит он, не прокатит? Блин, тоже сомнительно, не знаю. Нет, давайте не будем. Что-то, мне кажется, блин, цикотно как-то. Я просто прикидываю, если охлад я сейчас поставлю... Не, в принципе, может и поставится охлад. Так, ладно, давайте не будем. То что-то мне как-то... мне понравилось. То как-то сыкотно все равно. Чем бы, может, охладить? Ну-ка, сейчас еще раз. Может, через... Ну-ка, стоп. Да я думаю, как бы это сделать. Ладно, давайте пока просто без охлада попробуем все-таки еще разок. Да, убедиться, что картинка есть. Угу. Смотрим, ждем. Да, картинка есть. Блин, вот эта зеленая штука, это так должно быть или так не должно быть? Дальше, блин, без охлада не надо включать. Так, тогда знаете, что сделаем? Комар, здрасте! Фига себе хулиганство вместе. Да. Я один. Понравилось? Да. Радиатор... Ты знаешь, что это радиатор от Samsung R20? Да, это он самый, это он. Да я вот... Не знаю, как бы, может, знаете, что сделать? Через термопрокладку кинуть. Мне вроде как бы не хочется особо тоже замкнуть где-то. Я боюсь, что так он нифига не достанет. Какая-нибудь термопрокладка потолще. А если уложить охлад, нельзя без охлада. Ну да. Все, пошел переделывать ноутбуки. Вдруг шли. У меня все готово, да. Не, мы можем на самом деле, знаете, что сделать? Другую батарейку биоса запаять, которая нормальная. Тогда можно будет. Все, мы все придумали. Ладно. Короче, это неправильная батарейка биоса, с ней охлад толком не установить. Давайте правильно сделаем. Фух. Эх. Ладно, шутки шутками. Давайте оставим как есть. То эти эксперименты, это, конечно, хорошо, но немного сыкотно. Отложи до нового шлифа. Да. В общем, это была шутка, но
но работает. Картинку мы увидели. Наверное, давайте все-таки умеренно шутить. Дождемся шлифа матрицы и соберем, потому что если сейчас устанавливать... Давайте не будем, да, с таким шлифом... Добрый вечер, добрый вечер. С таким шлифом все-таки шутки такие себе. Но это работает. Вот штука. Отличная штука. Оставим ее, будет такая тестовая. Но мало ли не будет тоже картинки. Будем сразу ее припаивать. Ладно, ну, это было немножко хулиганство, но тем не менее. Тем не менее. Как будто бы даже легким испугом отделались. Шутки шутками, а утки утками. Согласна. Согласна. Соглы. Давайте в сторонку. Ой. Дождемся шлифа в матрице, и дальше уже будет получше. Ну нафиг. Все-таки есть вероятность с шлифом, который как минимум одна из линий на Земле. Такое себе эксперименты. Но хотелось похулиганить. Угу. А где нулевой шлиф? Еще не заказала. Закажу. Ой, кто это? Гарик, привет. Кто? Утки. Утки. Спасибо за донат, Кря. Спасибо за поддержку, бро. Кря. Кря. Спасибо, спасибо. Гарик, спасибо. Я нашла по Москве есть. Там что-то... Ну, короче, есть доставка по Москве. Так что можно будет заказать. Ну, мы так и сделаем. Ех. Окей. Что-то сколько мы потратили? 46 минут? Ну, как будто бы неплохо. Как будто бы неплохо. Но что, расходиться вряд ли мы, конечно, будем. Давайте что-нибудь еще тогда посмотрим. Что можно нам еще из того, что можно посмотреть? Давайте на выбор. Престижу. Всрата какая-то ноутбук. Раз. Либо... Так, это что? Так, это... Либо Lenovo. Но это какой-то, блин, совсем трешовый. Ну ладно. Либо Lenovo. Вот, Гарик молодец, да. Катя, шлейф не будем устанавливать, или другие ноуты ждут? Нет, шлейф я... Давайте трэш. Шлейф я не буду устанавливать, я закажу новый. Ну, я как бы пошутили, поэкспериментировали. В принципе, я думаю, что, ну, как бы, более-менее понятно, как делать. Питание матрицы HPD, дальше по AUX, ну, и там смотрим. Дальше подсветка. Самый сратый экземпляр... Самый сратый. Ну, самый сратый, они, в принципе... Сратый, это, наверное, вот это, потому что тут такой значок характерный, да? Достаточно всратый? Или престижу. Что-то тут. Не отвлекайся от работы, имей совесть. Но не все, кстати, без винтов. Lenovo. То, что... Я поняла вас. То есть все такие посмотрели. Вот, прям как заказывали. Ну, давайте смотреть, что тут у нас тут. Так, тут... Это ж... Да. Вы в теме. Значит, по поводу Lenovo. Он без винтов. Сказали, что проблема с разъемом питания. Но это точно не так. Потому что... Сейчас. Потому что я спросила, почему. Они сказали, он не включается. Я такой, в смысле... он, блин, стоп. Подождите-ка. Так. Трещина на поддоне. Ударник, здрасте. Так, трещина на поддоне. Ну, скорее всего, ударник. Залитие. Так, залитие не вижу. Что вижу? Ну, короче, вырванные, сломанные эти хрени. Винты. АКБ не подключено. Так, что? Сейчас разберемся. Престиж на следующий, наверное, так, смотрим. Окей. Ну, может быть. Так, он без всего. SSD нету, оперативки нету. Wi-Fi есть. Ну-ка. Не прикручен. Так, а вот это что? Так, смотрите. Сейчас все покажу. У нас вот этот винт.
Он вроде как не прикручен, но я думаю, что не в этом дело. Скорее всего, это не прикручен. Это вот здесь вот отсутствует пластик, кусочек пластика. Да нету АЗУ, нету, блин. Вот здесь кусочек пластика отсутствует, скорее всего, из-за этого. Кстати, по поводу... Я спросил, почему думаете, что дело... Короче, в разъеме, скажут, что он болтается. Но нет. Тут, видите, вот стрелочки, значит, тут должны быть винты. М2 на Л3, то есть 2 мм на 3 мм. Угу. Подкинет. Ну, да, да. Корпуса на Lenovo, согласна, жиденькие. Давайте так. Сейчас я оперативку подкину. Единственное... Стоп. Замято. Ну-ка. Видно? Сейчас сделаем. Ну, видно, да? Замято. Здесь и чуть-чуть здесь замято. Батарейка биоса не... Ой, батарейка... Биос не паян. Пофиг на винты. Винты... Стой. В пакетике. Смотрим. Угу. И, скорее всего, еще не просто винты, а скоба сверху. Ну, я подозреваю, как бы, смотрите, у меня по Lenovo, скажем так, статистика так же, как у всех, это именно леновский компаунд, ничего тут не сделаешь. Визуально, сейчас посмотрим. Так, я, наверное, Wi-Fi отключу. Кстати, попадали случаи, когда ноуты не стартовали за Wi-Fi. Но это ладно, так, здесь... Ладно, оставляем как есть. Сейчас я оперативку подкину. Давайте я подкину оперативку, мы вообще попробуем его включить. Вот у нас были случаи, когда якобы не включается, но на самом деле все включается. А КБ подключать, наверное, не буду. Так, потом жиденько. Нам нужен, наверное, так, тестер инициализации. Не, ну корпус хана. Вот, еще 2 винта осталось. Ладно. Здравствуйте. Ой, привет! Ян, привет! Спасибо большое, спасибо. Так, начнем мы... Вот так, нам нужно. Все, я вижу. Сейчас сделаем. Подключаем к лабораторнику. Так, ну не в КЗ, хорошо. Смотрим. Автостарт и потребление статичное. Ну, соответственно, как бы понятно. Нет? Ой, кто тут? Учпачмак, здрасте! Таки здравствуйте. Гоби, привет! Да! Ну-ка, от винта. Так и здравствуйте. Здрасте! Гоби, привет! Привет! Из-за Wi-Fi HP любит не включаться, преимущество у меня. О, понимаю. Да не, хана корпусу, нужна изолента. На Wi-Fi в коротком после прожарки естественным путем, это классика. Привет, Гоби, привет! Ян, привет всем! Дела... Так, девелопер фантом. Будешь просто фантомом, извиняйте, не выговорю. Фантом, еще раз здрасте. О, да. Что будем делать? Что делать? Снимать штаны и бегать, шутка. Подключаем тестер оперативной памяти. Блин, я все-таки прихожу к тому, что нужно будет взять вот такого плана, но на DDR4. Ну, это ладно. Подключаем, смотрим. Даже с акцентом зачитала. Смотрим, в чем мы будем смотреть. Если вычетка СПД, меня немножко напрягает, что статичное потребление. Вот это не есть хорошо. И у нас был автостарт. К вопросу, кто там на прошлом стриме писал про автостарт Lenovo ThinkPad. Вот, автостарт. Но я подозреваю, что автостарт это вот автостарт. Надо посмотреть батарейку биоса. Из-за этого можно, ну, такая приколюха. Итак, давайте включамба.
Потребление статичненькое, да? Да. Вычетка СПД есть. Напряжение в норме. Потребление статично. Ярик, привет. Привет. Ну что, какой у нас расклад? Автостарт, понятно. Это, кстати, давайте посмотрим, что за материнка. Материнка. НМЦ092, ревизия 1.0. Угу. Андрей Сорокин, всем уток. К сожалению, прошлый стрим еще не смотрел, историю не знаю. Без матрицы. Так, блин, мы тут починили. Вчерашний ноутбук MSI мы починили при помощи вот такой приблуды. Припаяли, картинка появилась. Это маленький спойлер. Угу. А это уже следующий. То есть у нас получается флешечка не паяна. Я заказал тестер на 4 на Озоне у Электролаб. Китайцы не стал брать. Да? А почем рыбка на Озоне? Ну так, приблизительно. Блин. Ну, судим, которые, да? Короче, нужно, да? Что я хотела сказать. У нас потребление статичное, судя по ЛБП. У нас вычетка СПД присутствует, батареечка биоса не паянная. Соответственно, скорее всего, не шитая. Вот снимался ли охлад, пока непонятно. Давайте так, я сейчас плату вытащу, мы ее внимательно посмотрим, потому что перво-наперво все-таки визуальный осмотр. Мало ли где-то что-то. Начнем с визуального осмотра. Дальше, ну, не знаю, то есть все-таки леновский компаунд, либо BIOS. Я так понимаю, что оперативка бывает распаяна, но здесь нет распаянной оперативки. Если здесь была бы распаянная оперативка, она бы тоже была под подозрением, потому что СПД все-таки вычитывается. Будем смотреть. Угу. Так. Что? Поддерживаем отечественный производитель, согласна. 2000, такие тестеры, шикарная вещь. Алекс, слышу тебя. Короче, пару тысяч и все удовольствие. Короче, все нужное, блин. Угу. Флешечка, не батареечка. Да, флешечка. Чуть-чуть оговорилась. Спасибо, что поправил. Да, флешечка. Так, сейчас мы тут снимем. Ну, чуть-чуть пыльная. Визуально. О, она кривая. Здрасте. Да. Слушайте. Так, сейчас тогда так. Начнем сначала. Начало это все-таки визуальный осмотр. Согласна, что термотрубка, ну, скажем так, явно с дефектом. То есть, либо был удар, либо сильный изгиб. Кристалла надо осмотреть, но сама плата деформирована, я вам так скажу. Посмотрю я на него, она кривая. Блин, она сейчас попробую показать. Ну-ка, сейчас попробуем показать. Ну-ка, видно, не видно? Блин, я не знаю, видно или нет, но она кривая. Так, с этой сейчас попробуем найти ракурс. Камера немножечко искажает. Так, по поводу внимательного кристалла согласна. Самый дешевый вариант у них, кстати, был это на Али заказать, хоть и абсурдно. Да? Угу. Ну, тестер с постами мне DDR5 нужен, DDR3, DDR4 у меня есть. У DDR5 надо, со злости отдали. Очень похоже, Тёмыч, очень-очень похоже. По поводу DDR4, да, вот на проверку связи с CPU мне нужен, вот DDR3 у меня есть, DDR4 нету. И DDR5 мне нужен, который на посткоды и там все такое. Такс. Давайте, наверное, снимем охлад, еще раз глянем. К вопросу про BIOS. На данный момент я не вижу причин шить BIOS, потому что
Пока что я больше склоняюсь, что это все-таки отвал, потому что визуально плата деформирована. Плюс мы видим реально какой-то вот здесь и вот здесь замятие на трубке. Оно могло быть либо, ну, как бы, плату изогнула и обратно сама плата встала, а трубка, она не станет обратно. Либо был удар. Но я думаю, что все-таки не удар, скорее всего, изгиб. Давайте снимем, посмотрим, что там по кристальчикам. О, как. Ну, чуть-чуть мохнатая, но это ладно. Смотрим. Привал. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну вот, кстати, по поводу цвета компаунда, именно на кристалле на самом, помните вот эту Ксюшу 14? И вот такой должен быть цвет компаунда. Вот такой. Угу. Давайте, наверное, все-таки чуть-чуть вытрем. Сейчас посмотрим. Сам кристалл. Нет ничего идеального. Линия горизонта тоже кривая. Визуально кристаллы целые. Кстати, имейте в виду, попадались такие штуки, когда была трещина, не скол, трещина. То есть видно обычно под углом, так немножко вот так поиграть, и видно прям трещина. Трещина самая такая, ничего работает. Самая хреновая. Красивый проц. Да. Не, ну плата по-любому. Я просто думаю, как вам показать. Давайте еще раз, знаете, что сделаем? Вот так вот пройдемся. Не пищит, не пищит. Я думаю, что все-таки надо смотреть в сторону компаунда. Да, такое поведение, оно может быть, если что, я заребала. Такое может быть при частично слетевшем биосе, может быть. На видео тоже глянь. Угу, давайте. Но. Знаете, нормальные кристаллы целые, как ни странно. Что можно сделать? Можно попробовать либо чуть-чуть прогреть. Это нужно, ну, как бы, тепловое расширение, возможно, ну, компаунд немножечко там восстановится. Либо понадавливать. По поводу понадавливать, не рекомендую вот так надавливать. О, кстати, вот так вроде должно быть видно. Ну-ка. Не, нифига не видно. Короче, просто видно. Либо просто на уголки. Ну, так, скорее всего, будет правильнее. Давайте, знаете, что сделаем? У нас, в принципе, поведение какое? Да, да, Тёмыч, да. Так, со снятым оглатом, если можно, попробовать запустить. Потом понажимать. Киваю, согласна. С ним снятый охлад. Пробуем. Включамба. Статичный, зараза. Угу. Тогда... Васил, всем привет, плата на Lenovo. Похоже. А она самая. Массаж платы, массаж проца. Просто Никита, да, ты прям мои мысли читаешь. Предлагаю помассировать проц. Без смс-регистрации. Так, начнем с массажа. Блин, кстати, по поводу разъема. Винтами должен прикручен. Вот так он не должен гулять. Винты должны быть. Ой, все. Да. Тестер, тебе можно. Давай, баю-бай. А если слотозум? Ну, давай слотозум посмотрим. Давай. Уговорил. Имеет место быть. Сейчас запущусь. Камеру, свет, мотор. Давай. Так, мне нужно подсветочку сейчас организую. Давайте глянем действительно. Так как у нас память... Нету распаянной памяти. Мы уже встречались с подобным, когда у нас проблемы с самим слотом, как правило, крайне отрывает. Давайте глянем под микроскопчик. Хоп, микроскоп. Да, массажик сейчас сделаем. Оп. Хоп, микроскоп. Нельзя. Почему нельзя? Что нельзя? Комарчик. Почему? Комар нам что-то не разрешает. Что не так? 220 на него. Подождите.
Комар что-то против. Что комар против, непонятно. Сейчас узнаем. Вот так. Погнали. Видно? А вроде видно. Нет, тестера нет. Вот я и говорю, что надо бы тестер прикупить. Так, если у нас отрывает, то, как правило, крайние. В принципе, нормуль. Все прям тыкать я особо смысла не вижу. Еще раз говорю, как правило, крайне отрывает. Ну, вроде целые, слушайте. Вот это какой-то немножко потемневший, но нет, целые. И с внутренней стороны тоже надо посмотреть. Такой тоже может быть. Кстати, вот LA7912P, там тоже один из типовых проблем. Как раз-таки один из слотов отрывало. Смотрим. Блин, какой-то подзаляпанный, конечно, но... Ну-ка, стой. Не, показалось. Не, сидят на месте. Сидят на месте. Ну и хорошо. Так, вот она, флешечка биоса. Так, а это у нас такая, видимо, заводская пайка, да? Супер-пупер. Ну-ка. Прикол. Блин, надо перепаять это дело. Ну, такое. Ну, такое себе. Сейчас, секундочку. А осликом по сигналам. Я твой разъем шатал. Тут явно просто... Ну, давайте так. Можно как бы делать в теории, а можно делать на практике. Я предпочитаю все-таки практику, потому что стрим носит развлекательный характер все-таки. Это развлекательный, технически, не обучающий. Поэтому так. Давайте вот этот диод, не диод, пропаяем нормально, потому что он какой-то... Да, он как будто он... Да не как будто он одним выводом припаян, а вторым почему-то... Ай-яй-яй. Ну, да, нет, стой. Ну да, он как будто одним выводом только держится. Сейчас опять сек. Как бы так залезть. На место поставим. Да я думаю, массаж проца надо сделать и не париться. И не париться. Все. Массаж проца. Визуально вроде глянули. Диод танцует, да. Ну, как есть. Как есть. Да наша задача чисто я на место его поставила. Это такая... Скорее всего, это просто такая пайка. Не похоже, что как-то взбито или еще что-то. Так, вот это у нас что? Давайте так. Массаж проца. Дальше будем делать замерчики. Угу. Погнали. Ну, игнорировать тот факт, что у нас явно проблемы по корпусу. Мы с МСМ вот тоже смотрели. Явно была проблема с петлей. В итоге шли, в итоге картиночку на МСМ получили при помощи вот такой штуки. Не рекомендуем. Ведь... Давайте так. Тогда смотрим массаж. И дальше уже будем смотреть, проходимся либо по Power Sequence, ну, либо посмотрим по основным сигналам. Что нам нужно? Сейчас мы так вот сделаем. Ready вы или не ready? Сейчас решим, так, чтобы было видно. В принципе, нормуль. Так, немножечко. Погнали. Потребление статичное. Все еще статично засранно. Ладно. Чуть-чуть. По углам чуть-чуть. Сильно давить не нужно. Просто немножечко надавливаем по углам. Если что, то, в принципе, как бы должно быть видно. Смотрим. Так, как будто бы нет. Ну-ка. Как будто бы нету изменений. Есть еще другой вариант.
Если вот так вот, ну, при надавливании вот так не работает, можно чуть-чуть, вот так вот, сейчас покажу. Оп, смотрим. Статичненько. Статичненько. Так, но массаж не хочет реагировать. Можно попробовать еще чуть прогреть. Угу. А мобилки не починяем. Не! Оперативку воткни. Блин, да ты гений. Я тоже молодец. Слушайте, что-то я, да, тупнул. Молодец. Спасибо, спасибо. Еще раз, но на этот раз с оперативкой. Пробуем. Ты прав. О! Есть контакт. Есть изменения. Кузьмич, мобилки конкурентам, да. Сейчас еще стартанет, блин. Так, ну вообще динамичненько. Ну-ка. Перед стартом обычно низкое потребление, прям низкое. А потом, хоп, кверху и старт. Есть. Она стартанула, блин. Окей. Фига себе, сказал я себе. Так, а без массажа? Тоже. Ну, без массажа, я так понимаю, что уже отмассажировали. Статично. О, сюда. Так, давайте еще раз. Так, чтобы было видно. Включаем. Какой, вот это, да, или вот этот? Короче, какой-то из углов я надавливал. Сейчас надавим вот это, попробуем. Нифига не статично. Ну все, блин. Рибол. Где-то либо этот угол. Короче, куда-то сюда при надавливании. Перекат рибол. Всем приветы. Фома, привет. 600-й, привет. Катаем просто видно будет. Да. Л, значит, логика. Короче, катаем проц. Отвал. Тут какие у нас как бы моменты могут быть, в принципе. Отвал пустышек, понятное дело. То есть, либо у нас просто компаунд как бы свое дело сделал, либо это все-таки ударник или, я не знаю, на изгиб был. Тогда у нас, возможно, обрыв пятачков. Рибол. Компаунд жарим. Ну да. Катаем. Давайте поднимем. Есть вероятность, всегда есть вероятность, что, например, при каком-то вот массаже, да, проца он заработал, да вы его поднимаете, а там обрыв пятачков, и обратно вы просто так не посадите. Ну, ответ на вопрос, можно ли спать по видео, но цепляет другим, как всегда, аккуратнее с мыслями, они материальные. Тут хоть припой еще нелегко плавать. А, кстати, не знаем, чего-чего, шары мы любим катать, мы такие. Ну вот, кстати, узнаем по поводу припоя, легкоплавки или не легкоплавки, как один из вариантов. Давайте так, сейчас температуру на паяльничке сделаем поменьше. Ну вот там, 240 градусов. Попробуем. Давай. 240 градусов. Давайте попробуем что-нибудь попаять. Будет он паяться, не будет он паяться. Какой-нибудь вот здесь. Ну, как будто бы нет, блин. Так, ладно, давайте чуть побольше сделаем. 260 градусов. Погнали. Не хочет. Походу не легкоплавкий. Ну, окей. Просто на компаунде. А просто компаунде, да. Это 2018. 2018. Конец. И после прожженного попадая, после снятия процап коленом, чтобы наверняка, чтобы неповадно было, не надо ронять ноутбуки. Согласна. Температуру маленькую на паяльнике попробовал, чтобы проверить, легкосплав либо нет. Похоже, что нет. Снимаем наклеечки защитные. Кстати, не забываем, если сняли, возвращаем на место. Если нет, то лепим хотя бы ацетатный скотч. Просто так не изолирует. А то есть тоже приколы. Ноутбуки чинят, собирают и в корпусы, и все.
И все. Ну, блин. Короче, ребол. Чё? Без смс-регистрации. Сегодня прям по времени 45 минут до ночного дожора. Короче, реболем. Чё думать? Делать надо. Погнали. Погнали. Сегодня мы с тобой погнали. Ип. Такс. Давай. Чуть-чуть попаяем мы. Да. Растворитель компаунда не прикупила, который я советовал. Нет, я не прикупила, но у меня в планах прикупить его. И еще кое-что. Растворитель компаунда это соблазнительное, потому что вот я себе заскринила. Надо будет заказать. Ведь во всяком случае, как минимум хочется попробовать. Так, наверное, побольше. Я закупилась всякой фигни. Не, ну как, все нужное, то есть я хотела сказать, да. Я закупилась всем нужным на Озоне Алиэкспрессе. Да, и, блин, жду, когда все придет. На самом деле у меня на днях должна прийти, Катя, трафарет под новую оснастку от XZZ есть? Какой? Под новую у меня только вот. Но это не этот трафарет, если ты про XZZ. А так просто трафарет есть. Что хотела сказать? Через пару дней должна прийти вот эта вот заготовка под оперативку DDR5 и должны прийти чипы. Так что в планах у меня спаять DDR5 для ноутбука. Вот. В принципе, через пару дней вроде как должны прийти. Мне вот интересно тоже, они как бы с прошивками, не с прошивками. Ну, посмотрю. Тын-тын-тын-тын. Ить. Нет, наверное, все-таки сюда поставлю. Ну, компьютер на DDR5 меня не особо интересует, а ноутбучный я бы спаяла бы. Давай еще раз заскриню. Агась, заскринила. Окей. Так что в ближайшее время, сейчас вот я жду, должны прийти DDR5 с чипами, спаяю. А DDR4 когда? DDR4, я думаю, что мы на стримчике. Я уже подготовила под DDR4. Просто под DDR5 как бы пришлось заказывать чипы и прочее. Под DDR4 где-то есть. Короче, под DDR4 я уже нашла у себя донор оперативной памяти. Вот. В принципе, можно тоже как-нибудь посидеть на стримчике, спаять DDR4 ноутбучную. И это да. Так, вроде все. Запускаем нижний подогрев. Погнали. Тин-тин-тин-тин. Чуть-чуть флюсика я все-таки бахну. Даже не знаю, какой. Какой лучше бахнуть-то, блин. Давай RC бахнем. Едь. Просто DDR5 как бы новую можно, DDR4 новую я вообще не вижу смысла. Но DDR4 можно действительно, я говорю, у меня есть доноры. По-моему, какой-то Asus. Буду ждать такой стрим. Агась, хорошо, услышала. Ну, плату я подготовила с чипами. Вот, нужно будет какую-нибудь плашку. Ну, в принципе, у меня есть вот моя тестовая 2-гиговая. Вот, но она односторонняя, то есть тут, в принципе, много, особо не разгуляешься, но все равно что-то спаять можно. Можно попробовать. Потому что DDR3 как бы проще. А вот DDR4 надо бы найти. Может, у меня где-нибудь есть хотя бы нерабочие. Есть вот эта, которую мы восстанавливали, ноутбук из шкафа. Но, блин, она уже, у нее текстолит после залития. Мы что-то там реболили, восстанавливали, вот эти проводок кидали. То есть такая себе штука. Я бы не рискнула ей юзать. Вот это вот только тестовое. Либо найти какую-нибудь еще плашку, которую можно раздербанить. Угу. Привет, что делаем? Привет, Димасик, привет. Будем реболить проц на леновике. Помассажировали процессор, плата прошла и нит. Так что ребол. Да. Так что так. Давайте покажу. Вот.
Под DDR4 вот такая платка у меня. Это Asus X541 UF. Где-то 6-7 поколение. Вот DDR4, соответственно, 4 чипа здесь, 4 чипа здесь. Я вот единственное не знаю, насколько они там. Это на 4 или на 8. Но мы посмотрим. Нет желания на майки перейти. Маржинальность выше. RTC, привет. По поводу маков. Блин. По макам нужны другие вложения в плане доноров. Просто если про ноутбучные... Так, давайте, наверное, по-другому сделаю. Пару шагов назад. То, что я делаю на стриме, и то, что я делаю вне стрима, это все-таки разные ноутбуки. Надо тоже понимать. Вот. На стриме мы сидим, развлекаемся, там, тусим, общаемся, что-то пробуем, экспериментируем, починяем. В плане в реальности, в принципе, я и так свежие аппараты делаю. Но у меня на них все есть. В плане маков у меня особо доноров нету. Это, я даже боюсь представить, сколько надо бабок, чтобы заняться маками. Как будто бы звучит интересно. Или ты имеешь в виду под канал, под стримчики? Скорее 8. А SPD надо прошивать в них? Да, надо обязательно. Ну, смотрите. SPD мы пробовали прямо из BIOS вырезать и зашить в DDR3. Можем попробовать сделать плюс-минус то же самое. Прямо из BIOS вытащить и зашить в DDR4. Why not? Где у нас моя оперативка? Вот, это оперативка, которую мы с вами. Скучно же маки. Мало в них разнообразия, рутина. Блин, ну, я скажу так, в ноутбуках тоже на самом деле скучно, потому что, то есть, если не брать вот эти, как бы, ноуты, от которых все отказываются, ну, по понятным причинам, обычно что? Обычные. Прошивка BIOS, замена чипов. Я даже не знаю, что там еще. Ну, залитые, иногда с прогарами. Как бы так. Угу. Если ноутбук делается долго, как правило, смысла его ремонтировать нету. Это под стримчики мы можем позаниматься, потому что как бы времени не жалко. А так, по поводу, вот мы с вами DDR3L паяли. Мы же с вами пробовали прямо из BIOS с материнской платы кусочек SPD вырезать и сюда зашить. Можем попробовать с DDR4 тоже сделать. Да. Из Ханикса Samsung сделать можно. Даешь пылесос обыкновенный, моющий в студию. Слушай, по поводу маков, ты имеешь в виду как бы под стрим, что ли, под это, или про реальность? Если про реальность, я беру, ну, такие, то есть, как бы, поскольку. Пум-пум-пум-пум. Флюсик у нас пошел подзакипать. Скукота. Как здесь не напиться? Ой, комарчик. Ну, прям, опять нет повода не выпить, да? В принципе. Думаю, надо уже запускаться потихонечку. Где там моя? Внести флюга Гехаймен. Залитыми, да без схемы, не скучно. Или с аппаратом, который у вас есть штук 5. Дымок. В среднем на аппарат уходит около часа. Но понимаете, когда мы с вами ля-ля, я могу и 4 часа делать. Дело-то житейское. Вот. Когда там нужно было, мы с вами, помните, хоп, за часик мы с вами быстренько все сделали. Но я с вами почти не общалась. А смысл, что, просто чинить? Это я и так могу. Что хочу? Давайте попробуем опять эту штуку, что ли? Только какую-нибудь насадочку сейчас найдем. Ну-ка. Видео запахом, да. Пошел по комнате, пошел дымок. Дымок обыкновенный. А где мои насадочки? Так, FTC что-то вопрос задал и пропал. Ну, ладно. Ну, ты этого... Заходи, если что. Дональд, Екатерина, привет. Дональд, блин, ты должен будешь пересмотреть этот стрим. Мы починили MSI, на котором не было картинки, с помощью вот такой штуки. Это батарейка BIOS. Заинтриговала? Нет? Заинтриговала? Нет? Так что, если что, первые 45 минут мы чинили MSI. Картиночку увидели с помощью вот такой штуки. Интриги расследования.
Да, надо было канифоль тоньше. Так, где эта штука-то? Или забить на нее. В принципе, можно и забить. Как насчет так? Забить, снять пинцетом. Поплыл. Ладно, запьем, просто пинцетом снимем. Погнали. Ты не видел? Ну, глянешь потом. 45 минут первые. Ну, это так, прикол. Как прикол? Это рабочий прикол, блин. Погнали. Внести флюгегехаймен. На соседних вот выводах смотрим, оплавился или нет. Пока нифига не оплавился. Ждем. Процу уже жарко. Да, процу жарковато. Так, ну, думаю, что, в принципе, уже можно. Проверка. Есть контакт. Снимаем. Сейчас выключится. Опасно, да. Жаль, ты далеко, у нас веселье еще 2 недели продлится. Агась. Добрый вечер. Привет, Евгений. Привет. Давайте смотреть, что у нас тут вообще вышло. Так, у нас вот тут пятачки немножечко, вот тут чуть-чуть. Сейчас будем, видим, под микроскопчиком смотреть, что у нас тут оторвало, что не оторвало. Блин, ну тут много, конечно. Пустышки, не пустышки. Сейчас разберемся. Щелк. Да. Окей. Чуть-чуть еще флюсику. Пока плата горячая, предлагаю компаунд снять. Угу. Техника работает на дым. Дым входит, не работает. Имя отсутствует. Hello. Давайте. Так, 60 человек онлайн, 64. А сколько лайков? Лайки за просмотр передали. Передаем. Нет. Нет, вчерашний MSI. Нет, вчерашний MSI мы починили. Первые 45 минут стрима. Это уже Lenovo. Ну как починили? Картинку увидели. Картиночку увидели. Погнали. Аккуратненько. Под микроскопчиком сейчас еще глянем, что там у нас. Сколько всего оторвано. Где пустышки, где нет. Потихонечку разберемся. Давай, родимый. Сойдет. Это здесь. Это все фомусы. Какие фомусы? Фокусы. Проблема была в шлифе. Если вы про MSI запаяли вот такую штуку, и картинка появилась. Живите с этим теперь. Теперь живите с этим. Чатик, подтвердите, что картинка была. Напишите плюс, если видели картинку на MSI после того, как я запаяла на плату вот эту штуку. Чет. Честно. Правда. Плюсики, если видели картиночку на MSI после запайки этой штуки.
Вот здесь остался один уголочек. И сейчас... Так, что значит плюс-минус? Не понимаю, о чем вы. Картинка была, ничего не знаю. Да-да-да. Протончик, спасибо. Подтверждаю, так все и было. Фомусы звучит по-новому. Прям какой-то слоган рекламный. Фомусы звучит. Я поздно пришел, не видел. Блин. Ну, где-то 45 минут мы делали MSI. Да. Следующее оборудование будем ставить, потом настраивать. Не видел. Как-то не видели? Вы что? Вы многое потеряли. Ну ладно, вы немного потеряли, но вот так. Значит, уже фомусы будет и все. Нет, это не батарейка была виновата. Мы сымитировали сигнал вот этой батарейкой. Мы сымитировали сигнал этой батарейкой, и все. Лечу к вам на стажировку, только залетел. Короче, да. Сымитировали сигнал. Окей. Что, предлагаю под микроскоп? Хоп, микроскоп. Давайте смотреть, что у нас тут вообще происходит под микроскопчиком. Сейчас все посмотрим. Ну или не все, ну что-то да посмотрим. Угу. Я был свидетелем зеленых змей на экране. Было такое, было. Было. Маки брать в ремонт, просто выгни, там ценник другой, да и просто интерес ремонт яблок. Смотри, просто по макам, блин, я беру в основном как бы по типу такого, а-ля там на Т2, на перекатку Т2, вот, на замену Т2. Вот. Типа того. А в остальном, ну какие-то мы маки старые смотрели на стримах, а в плане новых, вот как бы последнее, что я... Новые я вообще не беру маки. У меня на них ничего нет. Максимум вот это последнее, то бишь она. Все, то есть вот это, те, которые на Т2. Те, которые уже современные, я не беру. Да. Плюс она ведьма. Мы никому не скажем. Ведьма с юмором, надо заметить. Так все и было. Великая тьма отступила, к нашему взводу открылся зеленый змей. А после мы молились. Да, нервно курили в сторонке и вообще. О, тетя. Вот, кстати, смотрите. Оп. Вот так сделаем. Посидим на боковой подсветке, если вы не против. Давайте смотреть. Погнали. Что у нас тут есть? Значит, один угол. Две пустышки, хрен с ним. Здесь пустышки, хрен с ним. Это мы потом уберем. Мне сейчас интересно, что здесь. Блин, здесь нифига не дочистила. Надо посмотреть. Вроде пустышки, но надо дочистить. Здесь. Ну-ка. Слушайте, как будто бы, блин, пустышки. Так, надо дочистить. Надо дочистить, блин. Ладно. Это атом. Почти. И не говори, заказчики сами симулируют. Да, красиво. Ой, и не говорите. Погнали. Так, вот эти наши, кстати, пустышки остаются. Надо их убрать в стороночку. Видите? Давайте еще чуть-чуть пройдемся. Кленовский компаунд. Аккуратненько его так снимем, срежем, я не знаю, уберем, демонтируем. Кстати, имейте в виду, когда вот такую штуку делаете, бывают вот эти пустышки, которые отрывают, они потом припаиваются к соседним выводам. Можно не заметить, надо аккуратненько тоже. Видите? Послеживать это дело. Так. Ну, вроде более-менее. Пока плата... температура, блин. Ну, побольше температуру бахнуть. Секундочку. Пока плата была на нижнем подогреве, конечно, попроще было паять.
Без нижнего. Вот здесь вот, ну это я разберусь. Чуть-чуть маска уехала. Ну-ка. Слушайте, вроде пустышки. Так, смотрю на это дело, вроде как пустышки. Вот здесь вот, ну это я уберу. Все. Иногда еще на самом чипе отрывают пятачки. Надо будет тоже аккуратненько пройтись, посмотреть. Но это следующий уже момент. Вроде все. А вот пустышка. Вот о чем я говорила. Бывает такое, к паяльничку пустышка прилетела, припаялась, и потом раз, и вот он сюда припаялся. Можно не заметить, а то потом будет не очень. Угу. Я готов, диктуйте адрес. Флюсы бы туда. Сейчас сделаем. Не придется дорожки прокладывать. По ходу не придется. Жаль, НГ прошел. Очень жаль. А что такое? Что, он не отдохнул? Сейчас давайте отработанный флюсик уберем, а потом добавим флюс и еще раз пройдемся. Умеет, могет. Киваю, киваю. Пшик-пшик. Погнали. Ну, в каком-то смысле я считаю, что повезло. Что пустышки дело такое. Сам чип еще глянем. Ну, пока здесь, пока с этим разберемся. Вот единственное, вот здесь вот масочка немножечко. Но это ладно, я как бы поработаю. Угу. Угу. Так, я еще хотела вот эту штуку тоже опробовать. Скоро Старый Новый год 14-го. Вы, кстати, как? Пустышка, маска поехала. Да, чуть-чуть маска есть в одном месте. Вы что, Старый Новый год будете праздновать или как? Ну-ка. Блин, я боюсь, конечно, эту штуку делать. Но давайте здесь день попробуем. А, у нас еще есть керамическая лопатка. Может, ей бы попробовать тоже. Ну-ка, если феном погреть. Начинается всякий изврат. Ну, что поделать? Видите? Убирайся, Флюгельхаймен. Попробуем чуть-чуть феном. Сейчас хочу так. Чуть феном температурку дам и посмотрю, как он будет ли сниматься. Ну да. Размягчается, вроде снимается. Но все равно сыкотно, если честно. В принципе, феном этой штукой можно снять компаунд. Ну, блин, как-то мне, если честно, стремновато, очковато. Есть такое дело. Сойдет. Попробовали, но делать я так не буду. Я уже так, оплеткой, спиртиком растворить можно. Феном греть нужно. Я пробую, да, оплеткой, как губка дом, все. Да мы хоть каждый день что-нибудь праздновать. На вид небезопасно, скрываем 5 сек. Эх, что ж должно было отвалиться, иначе зачем реболить? Скорее всего, плата была либо ударник, либо на изгиб, потому что мы видели там и система охлаждения такая была гнутая. Пепе, ноутбуки, классно, ватафа. Не, Пепе, что? Короче, вот этой штукой можно снимать, но, если честно, блин, как-то, ну, мне сыкотно. Вот как-то, вот я так скажу. Сыкотно. Пожалуй, воздержусь от этого дела. Ладно, что, давайте флюсика бахаем. Бахнем флюсом, и сейчас все это еще раз уже с оплеточкой пройдемся, уберем все это дело. Уберем все это дело. Как убяку убираем. Я видел, как люди скальпелем компаунд снимают.
Ну, это как, знаешь, там, типа, ты работаешь, я потею, да, вот типа того. У хорошего мастера всегда после ремонта остаются лишние детальки, болтики. Это не лишние, это запасные. Угу. Чё, давайте немножечко пройдемся. В принципе, температурку можно чуть побольше дать. Так. Погнали! Блин, или в один слой сделать. Фу, блин, что-то дым в мою сторону. Спокойненько, аккуратненько. Когда с оплеточкой работаете, самое главное не надавливать. Оплетка должна припой буквально впитывать. Если надавите, скорее всего, маску повредите. Просто проводите, должна быть хорошо прогретая, и она просто этот припой в себя втягивает. Еще раз напоминаю, давить не нужно. Ваша задача просто прогреть оплетку. Она сама свое дело сделает. Давай, давай, потихонечку. Тить-тить-тить-тить. Сойдет. Почему-то дым в мою сторону стал идти. Ну ладно. Я уже привыкла, паяю и дую. Ну, чтобы дым это не дул. Не в меня не шел, короче, во. Нить, нить. Так, надо бы отрезать немножечко оплеточки. Сейчас сделаем. Как бы мы особо не торопимся. Единственное, что в 12:00 по Москве, я надеюсь, все-таки мы сходим, трясанем холодосик. Я как бы на это рассчитываю. Вот я на вас рассчитываю. Нить. А видео, я только единственное, что не поняла, ты как это, ветер сменился, да? Ты будешь праздновать Старый Новый год? Угу. Я копал скальпелем, снимаю. Приветик, привет-привет. Ну, я трубки делаю. Что-то не впитывает. Хотел как раз узнать, как оплетка. Вижу, не очень. Не, оплетка отличная. Оплетка отличная, все впитывает. Не гоните. Не гоните. Видите? Так, сейчас мы отрежем только. Оплетку в 2 слоя сделала. Катя маленький вентилятор. Ну, у меня как бы есть вентиль, но, блин, он жужжит, а толку нема. Толку нема. Видите? Давай, давай. Блин, главное от себя дуть. Фу, блин. Что-то многовато флюсов бахнуло. Теперь, блин, как бы этим не дышать. Да. Все непременно буду праздновать. Ну все, Катя маленький, я читала. Куда фига, туда дым. Да, есть такое. Блин. Сейчас чуть-чуть продымит маленько. Ну-ка, сейчас, погодьте. Давайте, наверное, все-таки вытащу. Иди сюда. Поближе к себе поставлю. То 210, наверное, 245 все-таки возьму ручку. Она помощнее маленько. Все, вроде отдымил. Вот. Погнали. Погнали. Ну и отлично. Все. Тин-тин-тин-тин.
Сейчас переключимся на оплеточку. Здесь уже можно в один слой, в принципе, пройтись. Давайте все-таки в два. Такс. Окей, окей. Сойдет для сельской местности. Блин, с одной стороны, конечно, без микроскопа пошустрее будет. Но с другой стороны, что я вам буду показывать? Все, нормуль. Сойдет. Сойдет. Эх, так, что у нас тут? Оп, не вижу. Маску медицинскую. Кстати, возможно... так, было 210-е. Я потом на 245-е переключились. Это Гудвик? Нет. Это Чемтроникс. Угу. Пора купить керамический скальпель, чтобы держать кусок оплетки. Так, на работе при таких работах без вытяжки маску на себя. Ну, может, действительно маску, блин, прикупить. Но, с другой стороны, понимаете, как бы это чисто под стрим ее одевать. Вне стрима, еще раз говорю, я не дышу, потому что я под микроскопом не так часто работаю. Угу. Так. Нет, это явно хуже. Чего вы гоните, блин? Это оплетка намного лучше, чем Гудвик. Не гоните. Если она топором 210-м убирала, гони вам. Такс. Эть. Погнали. Погнали. Эть. Пшик-пшик-пшик. Давайте уберем это дело. Привет, Артем, привет. Так, началось. Чуть дымка уже. Паша Флинн, привет. Так, ну нам как будто бы прям звучит, как будто бы повезло. Сейчас еще чип пройдем, посмотрим, что с чип-париком. Так, по времени успеваем. Оплетка хорошая, единственное, что в ней чуть-чуть маловато флюса. Угу. Видно, ты спал делка, оригинальный японский гуд отлично впитывает. Проца не стало, что ли? Не гоните. Последнее то, что я купила, это реально была подделка. До этого у меня была Арик. Не гоните. Якс. Подскажи, пожалуйста, как ты делаешь богопайку, что за станция? Так, смотри, какое дело. В реальности я просто на термопро паяю. В рамках стрима нет никакой паяльной станции, мы сидим просто так, развлекаемся. Нижний подогрев от того же термопро, но вот просто нижний подогрев. И феном я сажаю, снимаю чипы. Угу. По поводу проца. Проц рядышком, сейчас будем его смотреть. Почему дым в твою сторону? Это элементарно, Ватсон. Законы физики. Элементарно, Ватсон. Такс. Пробуем дальше. Эть. Убираем. Ну, я считаю, в каком-то смысле повезло, потому что только пустышки отъехали. Что все не гоню. Надо сравнивать при одинаковых условиях. 210-е жало не оригинальное, как бы такое не в лучшем состоянии. Оно не особо хорошо прогревает. Если брать как бы при прочих равных, надо сравнивать. И при температуре и прочее. Ну, я просто понимаю, потому что на стримах это одно, на это другое. Так, Катя, нужно пятаки еще под мяском поговорить на материнке. Все сделаем. Тут надо немножко маску восстановить, но это дело житейское, как говорится. Надо еще все это отмыть. Угу. Я пока что вот этой штукой пользуюсь. У меня вообще была идея в плане стримов. Вы помните, какой-то стрим у меня было такое настроение Т12, мы Т12 паяли. Не знаю, можно, конечно, прикольнуться, взять какие-нибудь такое оборудование. Ну, я уже, правда, не знаю, куда. Если уже не нижний подогрев, а что-нибудь
Ну, пусть нижний подогрев, фен, ну, как что-нибудь такое по типу... Я просто не знаю, на что фен можно заменить. То есть, если на паяльник я на Т12 могу перейти в рамках стрима, а вот фен какой-нибудь, я даже не знаю какой, а-ля Фнифти. Кравцов! Привет! Ты Тура? Кравцов Тура! Да, видимо, Тута, ну ладно. Да! Ну-ка, от винта. Етура. Кравцов Тура. Ну, привет, Тура, еще раз. Привет. Видимо, Тута. Кравцов, здрасте. На их подогрев можно фен заменить. Ладья. Ну, смотрите, по поводу, еще раз, чем я паяю буга. В рамках стрима это один момент. В рамках стрима это нижний подогрев. Я не знаю, сколько здесь, 12/17. То есть это термопрошный нижний подогрев, который просто температуру ставишь и включаешь. И фен Атен, вот. То есть это прям такой почти кустарный. Я вместо нижнего подогрева... Да, вместо нижнего подогрева можно плитку... Ну, прям, да, фен можно заменить на плойку. Ну, сейчас ты, блин, научишь. Не, ну просто прикол, ну, не знаю, взять какое-нибудь такое оборудование, ну, я не знаю, условно, там, тысяч за 10-15 все уложиться и попробовать починить ноуты. Я думаю, что это будет прикольно. Понятно, что на хорошей оборудке, с хорошей расходкой все это будет лучше, быстрее, качественно и так далее. Но как чисто по приколу, why not? Эх, такс. Есть, конечно, момент, плата как была кривой, так и осталась. По-хорошему, ее на нормальный кинуть термоплошку на большой стол, чтобы она равномерно прогрелась и выпрямилась. Но мы не ищем легких путей. Микроволновка. Ну, здрасте, микроволновка. Только классика. Люкей. Блин, люкей не осталось. А чтобы дым не шел, нужно дымоловейка в виде вытяжки, либо локально вместе пайки общего стола. У меня есть вот эта вот штука, дымоулавливатель, но она особо не работает. Рогатый 220 пая. Ну вы вообще, ну давайте хоть как-то, ну типа видимость соблюдать, что на какое-нибудь оборудование. А то вы сейчас, блин, не скажете тут. Там и так, получается, вы в курсе, что те, кто не в курсе, народ, когда приходит, при какой температуре выпаиваешь чипы и запаиваешь. Сейчас расскажу. Итак, я вроде в каждом стриме говорю, что развлекательный контент, развлекательно-технический там и так далее. Давайте так и сделаем по фэншую. Да. А потом кто-нибудь один приходит и в шоке от увиденного, говорит, что тут происходит вообще, что тут происходит? Народ пугаем. Да, на самом деле Т12 картриджи нормально работают, нужно просто совсем шлак так не покупать. Угу. Ну, мы им, кстати, на стриме что-то делали вполне себе. По температуркам, смотрите, какое дело. Давайте. 7-минутная готовность до ночного дожора. Начнем с того, что это у нас стол STM 1712. Вот. В принципе, он небольшой, ну, 17/12, я думаю, понятно. По температуре где-то 330-350 я ставлю низ. Тут еще важный момент. Если плата такая жирная, то 350, а так и 330 достаточно. Также просто тупо вот приварганила вот эту штуку, в мультиметр вставляю, чтобы температурку мерить. Вот. Термопару мы пробовали. Обычно так. Ставлю где-то низ 330, 350, 340, ну плюс-минус. Включаю, как только она добирает до 330, жду еще пару минут. Как правило, за пару минут температура становится на плате порядка 150 градусов. Но мы проверяли этой штукой. После этого, то есть вам нужно догнать температуру нижним подогревом, чтобы на самой плате было 150. Ну, обычно как-нибудь так мы делаем. 150 набрали, дальше уже феном догреваем. У меня фен стоит 340 градусов, поток 50%. У меня Атен. Но и на 300, и на 320 однофикственно все это работает. Важна не только температура в попугаях, но и расстояние, с которым вы это делаете. И нужно еще понимать, что, как сказать, вот так вот тупо в лоб греть, это ну, такая себе тема. То есть надо все-таки чуть-чуть вокруг прогреть,
а потом догревать. Верхом только догревайте. Хулиганство, точно, хулиганство. Хулиганство, да. Поэтому... Угу. Развлекательный контент. Да блин, ну мы весь вечер, весь день работали. К вечеру можно и похулиганить немножко. Ну, мы же не чисто хулиганим, все равно что-то там, где-то что-то покажу, где-то подскажу, где-то что-то обсудим там и так далее. Вот. Но немножечко похулиганить надо. Так что так. По поводу температуры, я надеюсь, понятно. Можно в качестве верхнего нагревателя использовать головку. Да, голову, да. На столе подключать. Угу, Пит. Угу. Ну, можно галогеновую лампу с диммером как верх. Ну, я думала, что-нибудь такое, как бы, знаете, ну, такое на грани. То есть не прям вот совсем жесть, конечно. Вот. Что-нибудь, что можно попробовать. Блин, была у меня мысля по поводу Фнирси. У них же есть этот фен, как сказать, ну, конечно, не полноценный фен, а такой он, типа портативный, не портативный. Попробовать его взять, типа портативный фен, Т12, но это будет прям совсем уже жесть. Или не совсем, или нормально, или не совсем жесть. Ну, надо как бы, чтобы не прям вот откровенно трешак, ну, не до такой степени, ну, как бы с юмором, с приколом, но на грани все-таки. Потому что, давайте так, я верю воздухом, ну да, воздухом согласна. Воздухом все-таки получше. Да я бы оставила фен, может быть, даже и как бы просто сменить его на попроще. Я так думаю, что даже в рамках стрима, что, в принципе, на таком маленьком нижнем подогреве мы с вами там и чип меняем, и паяем, и работаем, и, в принципе, окей. Тоже как такое себе. Угу. Снизу свечка сверху зажигалкой. И смотри, не перепутай, да? Всем добрый вечер. Пол 18, привет. Лайк за просмотр передал. Отлично, через 4 минуты пойдем холодос трясти. Электроплитки кухонные с регулировкой температуры еще любопытные есть по параметрам. Ну, кстати, вариант. А что, прикиньте, такие берем вот эту, включаем плиточку, ставим такие, паяем, потом такие убираем сковородочку, не отходя от кассы. Ну, а что? Успеваем. Угу. А можно ультрафиолетовый? Ну, я что-то сомневаюсь, если честно. Давайте под микроскоп заглянем. Что у нас с чипиком случилось? Люди на утюге. Ну, блин, я видел самопальный низ из электрогриля. Реально прожарка выходит. Главное переворачивать шашлычок. Что за модель плитки? Люди на утюге что поменяют? Блин, я не знаю. Ну, просто на утюге... Могу я утюгом лучше или не могу? На утюге... Ну, не знаю. Как будто бы можно, а как будто бы, блин... Посмотрим. Не, все-таки хотела, чтобы это было какое-никакое оборудование. Ну, то есть не просто прям совсем, не совсем трэш-контент. То есть какое-то оборудование было, просто что... Вот так. Давайте еще раз. Я сама работаю на Термопро X650 Mini. Меня устраивает. Я пользуюсь GBC Compact, у меня есть, устраивает. В рамках стрима нижний подогрев, фен и что там, AXUN. То есть, как бы, ну, давайте различать реальный ремонт и ремонт под стримчик, где мы можем что-то с вами попробовать, поэкспериментировать, похулиганить и так далее. Я не вижу особо смысла запускать стрим, где мы, я не знаю, там, кидаем плату на Термопро, снимаем чип. Устанавливаем чип на Термопро, все, сделано. Как бы, в чем прикол? Мне кажется, такого контента дохренища. Как бы плодить, делать все то же самое, смысла я особо не вижу. Так, где-то что-то попробовать, может, какую-то оборудочку заказать. Может, где-то что-то поэкспериментировать, чуть-чуть похулиганить. Ведь я просто не знаю, в плане, как бы, надо понимать, мне кажется, что ремонтного контента на Ютубе до хрена. Вот. К тому же я, скажем так, работаю, и после работы запускать еще стрим, ну, что-то мне как-то не особо. А вот чуть-чуть отдохнуть с вами вполне. Угу. Если вы пенлись, тогда уж лазерный фен. Дороговато, правда, но прикольно. Так, взглянул ценник. Понятно. Лучше Термопро, да?
Про утюг это реально в режиме шелка. Ну, то там уж точно домохозяйка такая. Домохозяйка достает утюг, короче, и погнали. Так, сейчас пойдем трясанем холодос. В плане контента, в принципе, все обсуждаемо. То, что мы же с вами собираемся так, посидеть, потусить, пообщаться. Вот. Все равно я стараюсь, как бы, несмотря на то, что развлекательно, хоть, ну, что-то как-то показать, рассказать. Вот. Я, кстати, заметила, что многие из вас даже просто, я вот что-то там сказала, например, что сделать, да, ну, я не знаю, там, по-моему, подводный камень, когда что-то такое, говорю, ты же что-то там говорил на стриме, то есть он просто послушал, что я сказала, и понял, что я имела в виду, что, например, два биоса объединить в один файл, и тогда он откроется в фите. Я думаю, нифига себе, то есть люди прям слушают, что я говорю. Приятно. Тем не менее, жрать. Все. Флюса не хватает. Да, сейчас все сделаем. Основной костяк этого стрима — заходит отдохнуть от работы. Ну да, как бы так по интересам так вроде. Я тоже так думаю. Жрать, всем жрать. Тик. Сюда. Сюда. Комар. Где комар? Комар. Комар здесь. Комару. Пиво. Все. Мадам говорит, всем жрать. Встретимся у холодильника.
Так, всем кря. Чай пока еще этот закипает. Блин, не удержалась, пришла к вам. Есть что сказать, свои 5 копеек ставлю. Стол 3D принтер дешево, серьезно. Раз зашла речь про термопро и прочее. Ну, давайте так. У меня есть термопро, и я на ней действительно работаю. Если мы говорим про мастерские, сервисы и так далее, нет, наверное, все-таки про сервисы. Это один момент. Если мы говорим про людей, которые занимаются ремонтом, это все-таки другое. Во-первых, не все занимаются это в таком формате. Некоторых как хобби, некоторые действительно тоже подчиняют. Обязательно ли иметь термопро, чтобы менять чипы? Нет. Но надо понимать, что цена – это один момент, а работа термопро – это другой. Во-первых, свои 5 копеек термопро многое прощает. Как бы банально не звучало, но новичкам на термопро будет проще. Ну, реально так. Так, глянь, лазерный паяльник, на ютубчике есть обзоры. Эть, агась. Можно как угодно относиться к тому, что там дорого, переплата и так далее. Если вопрос стоит, когда это окупится, это один вопрос. То есть, если вопрос такой не стоит, а просто, что это будет быстрее, там, еще что-то, это, ну, это совершенно другое. Опять-таки, по поводу термопро, кто бы там что ни говорил, оно работает. Вы можете дешевле, не знаю, насчет лучше тоже не знаю, как бы, но термопро не делает фокус. Оно, все, что оно делает, она отрабатывает термопрофиль. Вы можете это сделать на практически любом оборудовании, но это и вы можете. Но если мы берем новичков, ну не сделают новички на таком оборудовании. Проще на термопро будет намного проще новичка. Вариант, что они где-то закосячат, намного меньше, он ближе к нулю стремится. То, что она стоит, ну да, но с другой стороны, я почему, собственно говоря, в рамках, смотрите, мои стримы, наверное, вы уже тоже заметили, то есть я максимально, ну как бы, и открыто все показываю, и говорю, и инструменты. Я могу сюда как бы вернуть, скажем так, в кадр то, с чем я работаю, то есть GBC, термопро и так далее. Ну и смысл этого стрима или там видео, смысл будет. Я что хочу сказать, если вы хотите заниматься ремонтом электроники, не обязательно прям покупать GBC, термопро и прочее, чтобы, в принципе, начать что-то делать. Но это будет бессмысленно. Вы вложите кучу денег, не факт, что вам понравится и так далее. Начать можно и с любого оборудования. Это как некий посыл такой. Вы сами будете доходить до того, что захотите улучшать оборудование. Но это не обязательно в эту сторону, это может быть в другую сторону. Может быть, вы там вообще вас куда-нибудь понесет совершенно в другое место, да, там. Термопро это не единственный производитель станций. Там есть и подороже, не факт. Угу. Поэтому, скажем так. Так вот, на стриме пример фена ПДР взамен на комбайн. Да, но это просто как пример, что вы можете начать заниматься электроникой, вот, ну, даже с каким-то минимальным набором. Я не знаю, и так вот уже, блин... К вопросу про, кто там говорил про это китайское жало, не оригинальное, оно уже не самое лучшее качество. Наверное, его уже действительно стоит поменять. Если что, у меня есть оригинальные и жало оригинальный GBC-шный, и GBC у меня есть компакт. И смысл, я включу, и вы мне скажете, как и будьте правы, что ну так любой может. Вот, можно паять, да, не без приколов, но тем не менее, можно же, можно. Даже на китайских этих жалах, даже на маленьком нижнем подогреве, даже на фены можно делать. Угу. Там же самый, какой главный посыл? Почти всем, кто занимается ремонтом электроники, им это нравится. Им это, ну реально нравится. Как некая такая, я не знаю, стиль жизни, что ли, интересы такие и так далее. Поэтому, когда вы заходите на тот же YouTube, конечно, вы видите каналы популярных блогеров, каналы сервисных центров. Да, там крутая оборудка, вы это смотрите и говорите, да, то есть мне, чтобы заниматься ремонтом, нужно вот это. То есть когда? Никогда. Либо там копить 2 года. Кате нужно Wi-Fi, выключатель для чайника купить, быстро с телефона включать перед холодосом. Да я думаю, что надо поменять, да. Оригинально по 5К комбинированный процесс так. Поэтому, как бы, скажем так, даже если вы живете в каком-нибудь небольшом городе и хотите, ну, не знаю, там, открыть какую-то мастерскую, да, и ремонтировать, скорее всего, все равно вы придете к тому, что все купить за один раз не получится.
Во-первых, вы не знаете, какие клиенты будут ходить, с чем ходить. Волей-неволей вы сами будете покупать, докупать, но у вас будет сохраняться этот интерес и это желание. Я не уверена, что если вы вложите несколько сотен тысяч рублей в крутую оборудку, тогда вы действительно будете считать, когда она отобьется и так далее. Ну, такое себе. Я могу заблуждаться, это просто мое мнение. Как бы, я думаю, что у вас свое, это тоже нормально. Можете соглашаться, можете не соглашаться. Это просто так, рассуждение на тему. Вот. Это не то, что у меня там нет оборудки или еще что-то. И это не какой там выпендрёж, типа, меняю феном там чипы. Нет, мы сидим, тусим, общаемся, то есть какие-то ремонты все равно можно делать. Все равно можно делать. И это нормально. Не всем нравится термопро. Ну, кстати, да, термопро еще не самый дорогой вариант. Ну, как-то так получилось, что он более на, как сказать, на слуху, что ли. Угу. Работать может чем угодно. Главное, руки не с пятой точки. Да? Так вот, на стриме пример фена, подогрев, замена комбайна. Так, забыли еще Arduino. У меня был на себе. Не нравятся инструменты лучше, чем сервисы, в котором придется работать. Как так? Ответ. Ну, вот так. Менеджеры. Ну, да. Это точно. Угу. Такс. Да что-то костер развести. Если рукотоды, оборудование не поможет. Дешево сердито, как вариант, нижний подогрев. Так. Реально профессионалы сами соберут. И да, я понимаю, но представьте, реальные профессионалы. Как вы станете реальным профессионалом? С чего-то же нужно начать? Ну реально же. Нужна аккуратность и способность к обучению. Если понравится, все получится. Я бы добавила еще вот этот вот наш интерес, потому что, скорее всего, действительно это будет самообучение. Никуда от этого не деться. Ну, как мне кажется. Вот. Согласна про самообучение, аккуратная способность, да, но я еще думаю, что есть вот этот интерес. Вот это какое-то некое комьюнити, еще что-то. То есть если вы попадете к действующим, скажем так, ремонтикам, инженерам и так далее, с каким-нибудь банальным вопросом там, или, ну, я не знаю, с любым вопросом, не факт, что вы встретите какое-то лояльное, скажем так, не факт, что будет лояльное комьюнити, что кто-то там что-то вам, даже не то, что подскажет. Есть вероятность, что люди прям на уровне вот этого интереса погасятся. Их, ну, как по мне, если человеку нравится поесть, в целом ковырять технику, ну, да. Я понимаю, во-первых, не все могут. И многих отпугивает сам, как сказать, что точка входа стала большой. Точка входа в ремонт электроники большая, ну, по финансам я имею в виду. Хотя уже и не по финансам, уже и по неким знаниям тоже. Да, потому что сейчас уже нужно прям... Даже просто BIOS прошить, оказывается, не так просто. Угу. Считаю вопрос о том, нужно ли действительно необходимо. Коробка, трансформатор, стойка, фотоувеличитель, 15-20 700 самоделки. Курсы не помогут, я об этом. Вот, переменить опыт других, это пожалуйста. Выходил на перекур, глянул. Так, красота. Красота. Видео поддерживает. Не все могут собрать самоделку. Тоже вариант. А у кого мастерской есть огнетушитель? Ну, у меня есть. Да, у меня есть. Если мы говорим про какие-то вот люди... Ну, смотрите, сколько... А давайте такой опрос. Такой мини-опрос в чат. Сколько лет вы занимаетесь ремонтом электроники? Давай. Смит, привет, нихау. Можете написать цифру? Смит опередил просто. Смит, не обращать внимания. Смит, отбой, отмена. Сколько лет вы занимаетесь ремонтом электроники? В той или иной форме. Не обязательно именно пайки. Ну, имеется в виду что-то такое. Угу. Екатерина, просто люди думают, что все сразу к термопро пошли. Многие. А был опыт использования огнетушителя? Не было. Шланги есть, экран есть, да. У меня душ, ванна и ведра. Ну, почти. Угу. Да, мне 43, занимаюсь 15 лет. Ну, вот мне 40, последние 10 лет, наверное. Ну, ладно, 10 лет это я... 10 лет назад я паяльник в руки взяла, наверное, почти 11 уже. То, что я взяла паяльник в руки, не означает, что я прям ремонтом электроники занималась. Это не совсем так, но тем не менее. 20, 10, 37, комар, меня пугаешь, 21. Ни хрена себе. Комар, ты что-то это не договариваешь, у тебя какие-то комариные года. Угу, 2000, так, но сервис открыл 3 года назад. Угу. Так, я по скриню информацию никому не солью, просто мне для себя понять.
То есть, в принципе, вы такие, ну, как бы, я так понимаю, люди уже состоявшиеся в этой сфере, ну, как вот, если я правильно понимаю, угу. С рождения, с рождения, оттуда, да? Но вначале я больше ломал. Угу. То есть 20 плюс. Ни хрена себе, сказала я себе. Мне 33 со школьной скамьи. Ох. Так, у наших ремонтников яблочная техника, оборудка есть, там, тем не менее, работа все довольны. Уже 20 лет на рынке. Сам клиентов к ним отправляю, никто не отзывался плохо. Первый аппарат был, ни хрена себе спектр, ну понятно. Именно как профессия 9 лет, мне 33. Так, сколько себя помню, но я врач по образованию. Раньше это было хобби. Так, радиолюбитель с 10. Короче, в принципе, если я правильно понимаю, родился с паяльником. Все у нас такие состоявшиеся, ну как, не первый год. Просто Никита, твой выход. Просто Никита, это у нас парень, 15 лет, пару лет как занимается. Ну, он не единственный, кстати, если что, имейте в виду. Вот. Я к чему? К тому, что, видите, вы уже такие состоявшиеся в этой сфере и, ну, прошли. То есть молодежь, например, вот, я тоже получаю как некий фидбэк от молодежи. С молодежью у нас все нормально, хочу всех заверить. С рождения первое слово материнка. Материнка. Смешно, шанс, смешно. Ну да, материнка. Ну да, тоже чья-то материнка. Раньше было по-другому. Года 4, как обнаружил... 4 года назад обнаружил в себе, да, этот посыл стремления. Я как человек, который вообще не интересовался этой темой, паяльник не держал, и тогда в 30 лет меня шибанул, я такая, хочу попробовать паять. Ни 1 грамм канифоль вынюхал. Первый слой. 2 байта. Ладно, с чувством юмора у вас всех тоже в порядке. Вот. Понятно. Понятно. Если не ошибаюсь, ценник на термопро стартует от 500 000. Нет, там за... По-моему, в Новый год была акция, что-то за 100 000 можно было взять. Ну, пусть и с админа плюс-минус та же тема. Порядка 100 можно было зайти в термопро. Когда короче, тоже с 10 начинал. С кнопочных. Угу. Есть обратная сторона медали. Есть персонажи, заявляющие про опыт 25 лет, но ни современный ноутбук они не починят. Угу. Не то чтобы занимаюсь, в основном для себя. Где вот эта грань, где вы занимаетесь, или вы можете на этом зарабатывать, можете на этом не зарабатывать. Но то, что вы увлечены, почти подавляющее, не побоюсь сказать, подавляющее большинство действительно увлечены этой темой. Все равно проникло в жизнь. Занимаюсь радиогубительством. Лет уже 35, прикол. Ага, как понеслось. Еще и советский паяльник. Фига себе, ясно. Но я вот тот человек, который вообще не интересовался этой темой. И как винду перестанавливать там узнала гораздо позже там, и так далее. То есть 10 лет назад я, в принципе, разобрала ноутбук и охреневала. Я его раз 5 разбирала, пока собрала назад. Первый раз взяла в руки паяльник и так далее. И я не могу сказать, что я прям захотела термопро. Да я понятия не имела, что это такое. Через пару лет я узнала, что да, есть термопро, посмотрела, я такая, нахрен оно мне нужно, мне проще материнку поменять. Потом уже, да, интерес стал расти. Вот это, чем больше я знаю, тем больше мне хочется узнавать. Я прочитала тут в чате, кто-то сказал, что есть, скажем так, кто и по 25 лет работает, современные ноутбуки не могут чинить. Это... Я тоже замечаю у некоторых людей. Я думаю, что это все-таки связано отчасти с тем, что вот они привыкли к зоне комфорта. Не знаю, у меня есть знакомые, которые вот G6, помните, был HP G6 1000, 2000 серии, вот они их починяли, они до сих пор пытаются их починять и как бы жалуются, что аппараты хорошие, почему же их там не несут, типа того. Так, ну я X650 пробовал, ну и самоделка адекватно нет разницы, кроме гигантского корпуса. Угу. Реально разницу заметил, когда ИР-104 пробовал. Моя первая паяльная станция была ИР-10105, которая... И она нормально меняла чипы. И на Маке я менял чипы. Мы про Техностейшн Павла, правильно же говорим? Вот. Работает. Купив термопро, она не совершила чудо. И Техностейшн меняла чипы. Что я получила от термопро? Ну, во-первых, я получила некую автоматизацию. То есть я кинула, и я могу либо попить чаек, отойти. То есть для меня это 10 минут перерыва, смены деятельности. Это важно. Либо я могу заниматься другими делами.
Да, появились дополнительные плюшки по типу гораздо проще менять сокеты на материнских платах. Мы сейчас про компы говорим. Проще. Да, там в плане там расклейки стекол на маках было. Ну, это, блин, и так можно было сделать. Но как бы сделали меня профессионалом, покупка Термопро, я бы не сказала. Но я бы ее все равно купила, потому что она действительно быстрее, проще, ну, для меня это так работает. У меня батя киповец. Ну, короче, ты был обречен, да? Так, Сейсос Матсман не стартует. Не поняла. Так, сидят. Коллеги, подскажите, пожалуйста, так, на современном ноутбуке. Так, не понимаешь, у нас не все ремонтники знают про те плюшки, которые блогеры пользуются. Я тестер для проверки лифов матриц подарил одному, он чуть не плакал от офигения. Многие работают. Я учился на своем первом ПК. Интересы одни, а работал вообще по другой специальности. Если чек на электронику про песок, песочные. Какие-то полмиллиона за Термопро, на 300 обойдется. Не надо сразу по версию брать. Ну, нету здесь, понимаете, варианта такого, что делайте вот это и будете хорошо. Я вообще думаю, что как бы нельзя же отучиться, да, в принципе, на ремонт электроники. Если что, как бы образование у меня тоже есть. Но оно постфактум, оно было позже уже обучилась. Вот. Все-таки важно вот этот интерес. Современные аппараты, блин, берешь нового человека, ему вроде как бы это прикольно, он просто смотрит, сколько всего нужно, и желание пропадает, скажем так. Мы долго этим занимаемся, но я уже так говорю, мы, извиняйте, что обобщаю. Вот. Дошли до того, что это прикупили, то это попробовали. Человек, который только зашел, он офигевает. Купи то, купи это типа минимальный набор. А если у тебя там что-то похуже или попроще, то якобы даже не начинай. Ну, такое себе, если честно. Я бы сказала, легкая демотивация. Опять же, всех посмотришь, все носят, это вообще чинить не стоит. Я такая, ну, здравствуйте, блин, это чинить не стоит. Проще выкинуть, проще купить новое. А потом смотришь, а люди, блин, на самом деле хотят чинить. И думаешь, ну вот, люди хотят чинить. Есть другие люди, которые хотят научиться чинить. Ну, казалось бы, все логично. Пусть профессионалы профессиональные ремонты делают, сложные ремонты делают, начинающие легкие ремонты. Ну, логично же, да? Но у нас получается, что нифига не логично. Так вот скажи как бы человеку самые распространенные вопросы, вот ну, как научиться, с чего начать? Вот реально самый распространенный. Почти под каждым видео, почти на каждом стриме. А с чего начать? И если скажу сначала, это же совсем банально. С чего угодно. Просто начните. Я не знаю, возьмите паяльник, купите плату, ноутбук. Можете вы хоть его уничтожить, этот ноутбук с Авито. Главное, начните. У тебя гуси пиво не пьют, наверное, и выдохлось. Что? Что? Это ути, это пиво комара, не надо. Все, меня понесло, я вроде успокоился. Можно и дальше паять. Угу. У нас с ремонтом особо не морочится. Если не типограф, времени тратить. Да, но я-то, понимаешь, я в каком-то смысле я согласна. Если мы говорим про работу, я бы сказала то же самое. Если это можно сделать в течение часа, я это делаю. Если я понимаю, что это какой-то гемор, ну а смысл, если бы там очередь? Ну, как бы ради интереса, ради какого интереса, если так все это знаю? Ну, я не знаю, не было какого-то за последний пару лет какой-нибудь платы, которая меня действительно прям так удивила, какой-нибудь дефект и так далее. Все равно я просто, ну, я-то просто понимаю, что я снова это отремонтирую. И чтобы что, кому-то что-то доказать? Ну, блин, здрасте. Взрослая тетя 40 лет, кому мне что доказывать? Нафиг надо. Мне проще, вот, работа, я ее делаю. Гемор, нафиг. По первости вообще все, что угодно брала, потому что, ну, интересно, как еще получать этот опыт. Отчасти, поэтому в рамках этих стримов какие-то старые аппараты. У меня еще вот этот такая ностальжи. То есть ремонтирую какие-то старые аппараты, но я испытываю нотки ностальгии. Есть такое. У меня вот как бы ну, приятные какие-то воспоминания, поэтому мне прям нравится. Угу. По факту нужно иметь просто... Так, нужно иметь для ноута 2 паяльника, микроскоп, желательно саксессор, пара тестеров, век-паялка. Да. А теперь посчитай это и переведи еще флюсы, которые тебе нужны, потому что они нужны. Добавь туда всякие тестеры-фигистеры. Плюс еще, знаешь, ты вроде понимаешь, что на самом деле
паяльник, фен нужен обязательно. По поводу, не знаю, я бы сказала нижний подогрев. Микроскоп, да. В плане сексессора, наверное, я вообще так скажу. Либо вон совсем дешман этот 341, вы будете шить по полчаса, но он все шьет. Либо берите сексессор и не парьтесь. Вот, да. Ну, когда люди видят цену на программатор условных в 14 тысяч, они такие, 14 тысяч за программатор. Я такая, ну купи ты 341, прошей, получи первые не только деньги, но и первую радость. Представляете, ну как бы, когда это рутина становится, мы немножко забываем. Представляете, починить ноутбук, когда ты не чинил. Вот эта штука, она не работает, она не включается, или включается, нет инициализации. И вот ты ее починил, и ты такой, блин, ну это же круто, не работает, работает. Самый дешевый программатор. 341. Я не знаю, сколько он стоит. Ну, блин, реально, ну сколько? Ну, 500 рублей максимум он стоит. Да, дешевле, мне кажется. Да, вы будете долго шить, но первый аппарат вы свой прошьете и получите. Вы сами захотите другой. Мне нравится 341. Угу. Так, на влог ссылку кинуть. Сюда ссылку не кинуть. Так, где на какую искать не нашел. Кто собирал журналы в прошивке? Так, я нет. Нижний подогрев можно сделать. Можно, но еще раз говорю, смотрите, если вы хотите начать, и вы такие, я хочу начать, и поэтому пойду делать нижний подогрев, ну, блин, не будет такого. Угу. Вряд ли это такое будет. Почему? Нет. Successor 50? Не-не-не. Вы, наверное, путаете. Угу. Ну, я сейчас в рамках ноутбуков все-таки говорю. Ну, давайте за ту цену мульты, ну, не зашьет. Инем, да, инешки можно. Пока там дойдет дело до мультов, давайте так, сколько бы он ни стоил, 300-500 рублей, первая же прошивка, вы его купаете, и вы еще такие радостные, что ого, вы сами захотите получше, побыстрее там, и так далее. Вариант, где вы закупитесь оборудкой и будете сидеть, ждать, я не знаю, первого человека, который вам принесет этот ноутбук, и там будет какая-нибудь хрень. Вот реально хрень. От какой-нибудь слет прошивки биоса, я не знаю, там сломали USB, просто, ну, короче, вот так вот. Доброй ночи, одессит. Угу. То, что мульты не шьет, да, не шьет, но Кравцов. Чё? Ты кружочек-то верни. Какой кружочек? Кружечку, может? От винта. Ты кружочек, то верни. Кружечку или кружочек, Кравцов? Ты там уже подбухиваешь маленько? Или как? Кружечку, кружочек. Спасибо за донатик. Штрафную. Так, давайте, комар. Сейчас. На фоне. Угу. Доброй ночи, добрый. Действительно. 14, да. 14-15, ну сколько плюс-минус? Кстати, на стримчике мы чинили программатор Successor. Successor нормально он все шьет. Более того, когда там появилась возможность шить по I2C, вообще шик-блеск. Теперь и мульты можно еще шить, блин. Ну, раньше не было такого. Вообще шикарно. Плюс, как появилось, первое, что я сделала, прошила оперативку. Ну, просто по приколу. Угу. Да. Потом вы сами обзаведетесь этим программатором, чтобы шимки надо прошивать, это надо прошивать. Вы там, ну, вариант, что вы сразу в это окунетесь, он маловероятен. 341 работает. Вот делать, что хотите, но он работает. Угу. Единственное, что программное обеспечение нужно не оригинальное. Оригинальное ничего не шьет. Вот оригинальное можете забыть про оригинальное ПО. Теперь у жены будут просить не кружочек. Сессор реально много задач закроет сейчас. Прошивка биос, мультов, тест клавиатур. Да. В принципе, я думаю, что там можно и до КБ попробовать достучаться. Угу. Тест, да, клавиатур, мульты, биос, да.
Угу. Был забавный случай. Прихожу домой, под дверью сидит мальчишка с компом в обнимку. Ждет меня. Я впервые вижу. Говорит, что ему сказали, что я компом занимаюсь. Просит помочь. Вот я офигел. Да, конечно, офигеешь такой. Вроде приятно, вроде мамочки. Что творится-то? Штрафную одесситу. Там в чате Вертяна постоянно африканцы ошибаются с вопросами. Да? И что спрашивают? Что про программаторы? Я бы так сказал. У меня был ЕЗП 2010. Ну, прям вот, типа, что-то прям он добавил какой-то возможности, но я бы не сказала. Нужен. Successor справляется. Можно поискать где-нибудь на Авито прошлую версию, это если мульты шить. Вот. Ну, кстати, мульты, ну, опять-таки, смотрите, например, прошивки, то есть, когда он появился, можно было матрицы прошивать, ЛВДС которые. Ну, кто сейчас этим будет заниматься? 40 пин ЛВДС? Ламповые прошивать? Ну, он не нужен. Единственное, я что делала, я просто говорю, оперативку прошивала, и то по приколу, блин. Как бы... Ну, мульты он шьет. Поддержка есть. В принципе, да. А что еще надо? Ну, для батареи есть дешевая альтернатива, платка CP2019. Тут не знаю. За скриню посмотрю. Оригинальная только у EZP 2019 плюс работают остальные. Серии программатора не работают родной программой. Угу. А что спрашивают у Вертянова? Мне даже интересно. И это знак, школу свою организовать. Кружок. Уверен, потят реальные пацаны, девчонки. Кравцов, ты, конечно, молодец, что донатишь, а ты где вообще? Сидишь-то на работе, что ли? Ламповые матрицы уже редкость. Ну вот, такой у меня есть. Ага, Views X Getsu. Видела программатор такой, но у меня нету. Ну, я видела. Угу. Что нужно? Чтобы все шило более-менее быстро. И то, что большие флешки мог шить. Вот. Потому что вот эти простенькие программаторы, я с чем сталкивалась? Вернее, не я сталкивалась с людьми, которые сталкивались с тем, что они, короче, брали какие-то дешевые программаторы, закидывали туда флешку, считывали, сохраняли. Она вместо, не знаю, там она объемом 32, а ПО увидела 16, соответственно, 16 считала и сохранила. Говорит, что-то не работает. Ламповые матрицы уже редкость. Да, помните, там еще были такие 18.4 аж были ламповые на эйсерах там и прочее. 17.1 были, по-моему, 17.1, по-моему, да, были. Были даже двухламповые. У меня была Сонька двухламповая. Но эйсеры тоже были двухламповые. Но Сонька двухламповая, там была матрица, там сказка. Да, африканцы программаторов понакупали, а как пользоваться не купили. Мне так кажется, что при желании все можно найти в интернете. Но надо знать, как искать. Если вы с Гуглом дружите, вы все научитесь. Как это найти? Да? Мы к чему-то пришли логическому, да? Даже если брать самые старые аппараты. Ну ладно, не самые старые, но хотя бы на первом-втором поколении. Кравцов, так. Это, доливай. Катюш, ты у нас... Так, видимо, Кравцов, ты умудрился накваситься и писать с ошибками? Ну, давай найду тебе. Ну-ка, от винта. Ты это доливай. Татюш, ты у нас барвумая. Типа, барвумен, да? Я понял, 18.4. 17.3. Не, 17.3 это не ламповые. 17.3 это обычные. Ламповые были 17.1. 18.4 были, тоже помнишь, да? Но в основном это были у эйсера такие гигантские. Типа 89.20, 89.30. Ну, еще там какие-то были. Вот 18.4. Притом 18.4 были и на одну лампу, и на две лампы. И там обычно одна сторона обгорала. И, короче, я помню, что я заказывала эти лампы. И там в таком почти тубусе мне их откуда-то везли через пол Москвы, короче, чтобы эти лампы заменить. Да. Так. 1056 флешки за секунды. Угу. Но он и EMC читает. Много при наличии адаптеров. Ну и на адаптеры нужно, да? Угу. Пришлось матрицы, да, CFL менять, причем одинаковой диагонали, крепеж был разный. Экстензия.
14.11 Соньки. Соньки вообще отдельные. У них там с матрицами кто-то курил. Там 13.1 были матрицы, которые вообще только там были. И, ну, жесть, короче. Найдите мне, пожалуйста, информацию. Так, а что это? А где она стоит-то вообще? Комарчик, а где стоит эта микруха-то? Где она стоит? Все, сову понесла. И тут меня понесло. Очень много какой-то вот такой штуки. То есть я привыкла еще оттуда, с прошлых ремонтов, со старых. И поэтому на новых ноутах меня, ну, сложно прям удивить. Помните, были, короче, микросхемы? Блин. Короче, какая-то фигня, которая отвечала либо за... по питанию USB они стояли, либо по питанию матрицы. Ну, грубо говоря, там 3 или 5 вольт они там давали. Эти 23-5. Вот. Ну, обычно в таком корпусе. Я сталкивалась несколько раз. Короче, чуваки где-то вычитали, что совместимые аналоги так, покупали, устанавливали. И столько было аппаратов, когда стоит какая-нибудь по питанию матрицы, например, enable у нее какая-нибудь тра-та-та на букву А начинается, у нее enable высокий уровень, а тра-та-та С низкий уровень, типа того. И их меняли. И потом людям говорят, что они не будут работать. Он говорит, ну это же то же самое. Я говорю, ну как то же самое? У тебя либо высокий уровень, либо низкий. Он говорит, ну это же то же самое. Я уже настолько привыкла, скажем так, к таким приколам, что даже сейчас что-то приходит, я проверяю, что стоит. Я смотрю либо фотографии платы, либо схемы. Доходило до абсурда. Приходили аппараты, нет питания процессора, нет питания процессора. Потом смотришь, какого нет питания процессора? У вас флешка BIOS вообще не та стоит. Ну, прям вот реально не та. Ну, короче, там такие вот приколдесы. Поэтому и желательно еще корпус указать у микрухи. Да. Фото у Кати в чате скинь. Так, что ты меня провоцируешь или что? Конечно, провоцирую. А где ты? Ты на работе или что? Так. Ни хрена себе в ослике, да? В овцелографе. Ничего у меня это до сих пор в строю. Как кинуть фото? Угу. Только смайлики передает интерфейс. Короче, ты в ослике. Или в овцелографе, да? Так что я просто с тех приколов уже настолько привыкла к чему? К человекам. Вот человеческий фактор — это прям так. Нога человек ступала, все, надо перепроверять. Потому что всякое видела. Видела, где стоит кондер, они туда резистор пихали. Ну, я не знаю, вот все возможные приколы видела. Вот реально все, что, мне кажется, из-под выпадверта. Все было. И я уже настолько к этому так спокойно отношусь, поэтому если что-то такое приходит, я как бы такая, вот все понятно, смотрим. Я даже думаю, что если люди... Так, вчера искал стрим, где ты про прошивку BIOS подробно рассказывал. Хочу скачать программу, которая там использовалась, все записать. Как он называется? Окей. Так, по прошивку BIOS подробно рассказывала. Пум. Такс. А есть что-то там как бы... Как я могу повторить? Не помнишь, про что была речь? Прям вот специально... То есть я могла в рамках стрима что-нибудь затронуть и рассказать. Так, давайте вспомним. На основном канале есть про переделку... Короче, про мод BIOS, чтобы HM70 30 минут тайминг не работал. Но я делала, как я это показывала, да, как я это делаю. Был BIOS, где мы отключали оперативку распаянную. И в рамках этого стрима мы с офсайта Lenovo нарезали BIOS. Тоже было. Какие у нас еще были в рамках стримов? Я просто что-то не помню, что я что-то... Нет, я показывала, но... Я каждый раз по-разному показываю. То у EFI Tool, то там, я не знаю. Единственное, я вот Phoenix Tool еще не показывала. Вот там можно показать. Какой-нибудь видак прикрутить. А не помнишь про что там? Угу. Не помнишь, про что там было?
Или хотя бы что-то. Потому что если я рассказывала, скорее всего, это было в рамках какого-то аппарата. Потому что, ну, типа, не конь в вакууме, а был какой-то аппарат, и я либо как софтсайты нарезать, либо... Там мы нарезали части кода. Там мы нарезали части кода. Так, смотри. Было пару стримов про Dell. Я показывала, как с софтсайта закидываешь его, короче, в эту штуку, он ее раскладывает, и можно менять, например, BIOS регион можно поменять отдельно. Было такое. Там же я показывала, как можно посмотреть версию прошивки на Dell. На Lenovo было мы, где отключали оперативку. DIMM-only делали. Короче, да, отключали оперативку. Был такой DIMM-only. Но это может быть как на основном канале, так и на этом. Части кода нарезали. Блин, а где мы части кода нарезали? Так, народ, кто не помнит, где мы с вами BIOS резали? Смотрите, вы на самом деле можете просто, ну, как бы написать какой-нибудь комментарий, что-нибудь типа, ну, можешь показать или рассказать, потому что периодически кто-то пишет, я стараюсь как бы освещать эту тему. Что мы могли делать? Мы могли в UEFI Tool что-то делать, мы могли в Hex-редакторе вручную что-то сделать и фитом поработать. Так, не вскидку. Вроде Dell. Так, Dell. Dell был... По Dell было парочку, по-моему, стримов. На одном мы нарезали BIOS, и он включился, не было картинки. На следующий стрим мы посмотрели, оказалось, матрица была залита. И, по-моему, перед этим тоже был какой-то Dell, мы тоже делали. Могли на какой-то Asus сделать. Слушай, давай так, универсального способа нету. Можно, знаешь что? Там были какие-то программы, да? Кто-нибудь вообще помнит? Так, давай вспоминать, блин. То, что что-то я не помню, если честно. Я могла показывать что-то, я показываю, но еще раз говорю, в рамках какого-то ноутбука. Поэтому, да. Кто-нибудь смотрел, кто-нибудь помнит вообще? Про что там может быть? Какие программы? Я просто думаю, какие программы. Ну, про программы либо могу просто запустить, рассказал. Что-то такое Dell, да, что-то вот подобного был, какой-то Dell. Там мы восстанавливали прошивку, посмотрели версию прошивки. Что-то такое было, блин. Слушай, давай так. Тебя интересуют какие-то программы, с помощью которых можно что-то работать с биосами, если я правильно понимаю? Типа того. Могу скинуть сами программки приблизительно, чем я пользуюсь, но, наверное, без комментариев такое. Попробуй действительно посмотреть. Это был, скорее всего, какой-то Dell. А давай сейчас я зайду тоже гляну. Погодь. Сейчас сделаем. Сейчас разберемся. Так, я пока скрою. Бам-барам-бам-бам. Бам-барам-бам-бам. Иди сюда. Так, сама на себя сейчас посмотрю. В лэптопе Live. 608 подписчиков, как-никак. О, да. Смотрим. Так. Так, ремонт Е5450 не заряжается. Это не то. Вот, стоп. Наверное, 22-й. Там, получается, в 23-й стрим нет ИЗО. В 22-м стриме мы BIOS как раз-таки к этому Dell. Я показывала там посмотреть версию BIOS, чтобы скачать обновление софтсайта, нарезать. Скорее всего, 22-й был. 22-й. Сейчас посмотрим. Да, вот 22-й стрим. Вот, видишь, тут уже пошло что-то. Откройся. Видимо, UEFI Tool. Как раз-таки показывало, что в новой версии там это одно, а нужно старую версию скачать UEFI Tool, чтобы можно было менять блоками. Угу. Наверное, 22-й. Это вот 22-й, поэтому
Что еще мы делали с биусом? Давай-ка подумаем. Программатор, на-на-на-на-на. 11 стрим с Lenovo, Dim Only. Я зашла на оффсайт, скачала. Не помню, что там было обновление. Короче, там мы тоже резали биос под Lenovo. Потому что биос, который был с флаба, он был странный. То есть сам биос рабочий, но когда плату отключаешь распаянной память, он почему-то перестал стартовать. Наверное, вот так. О, точно 22. Угу. Ну и отличненько. Нашли, разобрались. Чудненько. Так, Катерина, что-то вас опять заболтала, да? Эх, ну ладно. Оп, давайте, не знаю, что там. Успеем мы сегодня отреболить, не успеем, потому что Катерина что-то заболталась маленечко. Ну, ничего страшного, я думаю, что вы меня это... понять, простить и все такое. Нет? Давай. Жало надо поменять вам. Ну ладно, спасибо. Да, не за что. Как говорится, ну это... Ну ты заходи, если что. Нет? Сейчас что-нибудь там видно? Вроде видно. Когда-то были инженерники, когда они только появились, было, ну, прикольно там. Я пробовала инженерники добавлять микрокоды и так далее. Как через Phoenix Tool, так и через UEFI Tool. Вот. Какую-то HP я пробовала. Но как бы в рамках сегодняшних реалий, я думаю, что это уже, наверное, баловство. Вот. Тогда просто никакой инфы не было, пришлось методом тыка все это делать. Сейчас же, в принципе, при желании, я думаю, что можно найти. Ну и как бы цена на инженерники, если там я раньше брала там 2300, потом 2800, а потом захожу, они больше 5000 стоят. Я такая, да нафиг они нужны, блин. Как-то уже и не очень хочется. Вот. С другой стороны, если хотите чуть-чуть разобраться, то, возможно, это как раз-таки есть эти варианты, когда вы берете такие более-менее старые аппараты и над ними экспериментируете, пытаетесь понять, что к чему, потому что, в принципе, не так, чтобы сильно прям много изменений. Концепт понятен, дальше вы уже работаете. Угу. Все, что я под этим дал, я там еще 6-й год. Блин, да я думаю, комарчик, это надо прям как-то, если свезет, где-то выкупить нерабочий. А так, мне кажется, что хрен кто что тебе подскажет. Вот. Я даже тоже не знаю. Ну, либо найти у кого-то рабочий, попросить, посмотреть. Может, там будет другая маркировка, такое тоже встречается. И тогда, имея 2 маркировки, можно попробовать что-нибудь. У того же чата GPT спросить, например. Кстати, пробовали с чатом GPT? Катя, ты, как моя жена, она, например, по телефону разговаривает и посуду моет. Я так не могу. Да-да-да, я еще и чат читаю, представляешь? Жесть какая. Да. Ну а что? Да не, на самом деле... Как бы все прикольно, просто и так приходится немножко внимание распределять. Могу где-то что-то пропустить. Ну, женщины, они более многозадачные, зато мужчины, они более такие, в каком-то смысле целеустремленные. Они как одно делают, но прям хорошо. Видишь, я могу как бы переключаться. Эть. Но мне будет скучно чем-то одним заниматься, скажем честно, вот. Так что так. Ну, я даже скажу, что в рамках вести стрим, вот, наверное, тоже нужно уметь переключаться, потому что вот, да, я понимаю, что, наверное, по онлайну не такой большой онлайн у меня, хотя как небольшой, блин. Для наших посиделок ночных, я думаю, что вполне себе. Вот, к тому же мы его так быстренько сделали. Стабильный онлайн. Может и в плане стримов как раз-таки так и неплохо
Ну, что именно переключаться, несколько дел одновременно делать и так далее, так далее, так далее. Можно просто поставить все на паузу, сесть и почитать чат. Но я думаю, что так тоже не очень прикольно будет. К тому же мы никогда не знаешь, куда чат нас унесет, правильно? Остальная маркировка. Так, VFN 52. Next. Я думаю, что неплохо сидим. Но надо будет сегодня пораньше закончить, а то что-то мы начали тенденцию в 2 заканчивать, а надо бы как-то в часик заканчивать. Аслан, привет! Привет, привет! Вот, Катерина Александровна, ты интернет пользуйтесь. Серега Кузин, доброй ночи, приветствую. Кто там вновь подошел, всех приветствую. Мужиков больше интровертов, женщин чаще интроверты. Ну, я вот, да, люблю поболтать. Я думаю, что вы заметили, да? И пошла, и пошла, и пошла. Ну, и с другой стороны, вам тоже, то сидите в своей мужской компании, так хоть зашли на огонек ко мне. Да. Так, что тут у нас? Я думала еще в плане экстраверта, в плане стримов и прочее, я пробовала делать стримы, где мы, я не знаю, за 3 часа 4 аппарата делали. Да, типа, круто, да, быстро, но в итоге, ну, как бы, это, знаете, из разряда «я работаю, вы смотрите». То есть общение минимальное. Я такая, ну, как бы, и нафига? Чего она? Не... И смысл. Угу. Ладненько. Так, что у нас тут получилось? Угу. Нет, надо же так в буквах ошибиться. Ой, ты на Кравцова посмотри, он сегодня донатит сегодня как не в себя весь стрим, и при этом каждый раз в буквах ошибается. Но за это мы его и любим. Да. Я так понимаю, что ссылочку он мне на свое жало скинул. Угу. Так, если надо будет убрать. Сойдет. И так сойдет. Что у нас тут? Что у нас тут? Нормуль. Сейчас мы еще тут это поскванчим. Лишнее уберем. Видите? Погнали. Че, понравилось вам сегодня это маленькое хулиганство с батарейкой КМОС? Или был немножко перебор? Да я думаю, что вроде как люди взрослые, чувство юмора у всех вроде как присутствует. Я думаю, что все догадаются, что это же, ну как, что не надо так делать. Вот. Надеюсь, во всяком случае. Угу. Нет, пускай там соседние рядом, а тут раскладку изменили. Бывает. Можно, конечно, добавить больше серьезного ремонта, но мне кажется, блин, под вечер серьезный ремонт. Оставляем как есть. Да. Идея для упоротого стрима. Чиним сразу два аппарата. 5 минут один, 5 минут другой, и так по кругу. Главный результат. Ну, результат, я думаю, стримом все будут довольны. Я так точно. А что, 2 ноута, типа одновременно? Чтобы зритель с ума сошел, да? Ну, блин, можно попробовать. Вы сами выдержите такой? Интересно даже. Мне кажется, обычный зритель там с ума сойдет. Зато, может, и прикольно будет. Надо подумать. Надо голосовалочку сделать. Типа 2 ноута одновременно. В принципе, можно. Такой, типа, мини-челлендж. Развлекаловка. Давай. Блин, нравится мне эта насадка. Ничего не могу с собой поделать. Это меня успокаивает почему-то. Трэш интереснее смотреть. Ну да.
Ну, надо тоже как бы границы чувствовать. Пока, я надеюсь, вроде мы в границы укладываемся. Вот. Ладно, смотрим. Ноуты с прогарами были на стримах? Да. Был. Причем был, знаешь, какой? Под конец стрима я такая, ну что, будем расходиться? Такие, расходимся. Такие, ну ладно, давай я посмотрю, что там за аппарат. Я его открываю и понимаю, что там подключено АКБ, и он прогорает. Я такая, блин, а что он воняет? Ну, прям гарью. Я говорю, не было такого, когда он ко мне пришел. И мы, короче, получается, за час сделали ноут с прогаром. Ну как сделали? Мы выпилили прогар, и, по сути, плата умашная стала. Но прогар был прям солидный. По стриму решил разобрать светодиодную лампу. Неплохо. Обычных ремонтов в жизни так достаточно. Даешь экстрим. Ну да, а что вы обычно вы и так можете? Сейчас ухарю и совершенно про хар. Блин, был прогар в конце какого-то стрима, мы что-то делали. Блин, дайте я найду, мне прям самое интересно, сейчас найду. Точно был, потому что мы еще такие выпилили, вот, ну давай включаем, запустится, нет. Это был HP Victum какой-то, HP Victum. Кто-нибудь помнит, где это был HP Victum? Помню, что HP Victum. Сейчас найду. Но это не сильно давно было, это вот в конце какого-то стрима HP Victum был. Точно помню. Сейчас найдем. В принципе, как говорится, я его не собиралась делать, я думала просто посмотреть. Но выяснилось, что там прогарчик, и, короче, мы его прямо фигарили, пилили, как не в себя. Сейчас найдем. Так, попытка чипу нет. Так. Я вот единственное не помню, чем мы до этого занимались. Потому что, увидев прогар, мы немножко прифигели, если честно. Так, это был MSI. Так, не MSI, не тот. Так, ночная пайка смотрим. Я помню, что мы прям его как-то очень быстро выпилили. Мы еще такие, включится, нет. Мы еще типа офигели, что он реально включился, потому что я думала, что придется что-то там делать. Как-нибудь отключать, переключать, но нет. Так, пинцеты. Ну-ка, давай работай. Сейчас найдем. Так, мальчишки и девчонки, а также их родители. Ну, я думаю, что вы помните, но... Что за стрим? Может, надо как-то их подписывать уже прям по ноутам? У меня единственное, что осталось в памяти, это то, что я больше прифигела от того, что он, оказывается, я его взяла к себе, он у меня лежал несколько дней и продолжал тлеть. Вот это меня... Я такая, ё-моё, надо же это... Что-то с этим делать. Ну-ка, стой. Это он? Не он? Так, кажется, нашла. Или это не он? Подожди. Нет, это какая-то китайская приблуда. Нет, китайская приблуда не то. Эх! Ну, может, кто-нибудь там что-нибудь вспомнит, найдет. Ну, ладно. Говорится, ну ладно. У нас еще был из трешакового. Это, может, кто помнит, вот этот ноутбук с красным проводом. Когда мы на Авито, я выкупила, короче, 3 Asus. Блин, и там кто-то впендюрил плату от другого ноута. От другой, короче, там был тоже жесткач. Угу. Жарим до хруста. Привет, Альф, привет. Было не так давно. Это был конец стрима. Да. Я тут не успела вовремя чистил свой ПК. Альф, привет еще раз. Слушай, вопрос дня. Ты был на том стриме, я точно помню. Был какой-то стрим, и под конец стрима мы открыли HP Victum, и я еще такая, блин, а что он пахнет горелым? И там оказался прогар, и мы его выпиливали. Это был конец стрима, и мы что-то вот буквально за час выпилили прогар, включили, и мы такие, есть картинка. Не помнишь, что это был за стрим, или что мы там, когда хотя бы это было-то? Единственное, что у меня осталось в памяти, это что это был конец стрима. Вот это вот все, что я помню.
Может быть, действительно надо как-то подписывать хотя бы модели ноутбуков или хотя бы хоть какие-то ноутбуки, потому что если что-то кто-то будет пересматривать, чтобы это найти. Ну, вроде как не так давно было. Ну, хрен его знает. Говорится, вроде помню, а вроде не помню. Ну-ка. Так, это не он ли? Так, что это? Сейчас, погодь. Так, нет, это был залитый. Как без мат сказать? Не помню, короче. Ну и ладно. Ну и ладно. У меня в том году трэш был, принесли монитор, думал посмотреть, хотел в следующий день коллегу скрывать, а с монитора... О, это я не люблю такое. Полегче спроси, сам пенсия. Да. Ну, ладно. Угу. Альф, если будешь пересматривать, давайте заинтригую, первые 45 минут. Может быть, ты помнишь вчерашний стрим? Вот. Закрепленный комментарий оставить к ролику в виде описания. Вариант. Помнишь, вчера мы делали MSI и выяснили, что нет картинки? Я сегодня получила картинку, первые 45 минут стрима. Спойлер. Я запаяла вот так вот эту штуку, и мы увидели картинку. Был недавно, а когда точно хз. Короче, мы запаяли батареечку BIOS, сымитировали ей сигнал и увидели картинку. О, да. О, да. Был недавно, когда... Ну, короче, вот так. Ну, понятно, что все стримы смотреть, там тоже, блин... Я сама не всегда помню, что там было на стриме. Но было. Так что так. Я не знаю, что у нас еще не было-то. Вроде все было. Такого из того, что можно, ну, в рамках стримчика посмотреть. Прогары были, залития были, чипы реболили, чипы меняли. Что, прошивки шили, память отключали. Даже замена слотов памяти была. На каком-то этих аппаратов там закоцанные. Есть такое дело. Такс. Альф такой, как пенсия. Да ладно тебе пенсия. Ну, круто же. Ну да. Короче, если будешь, посмотри первые там 40, не знаю, 5 минут на перемотке. Ну, это так вдруг. Сымитировали сигнальчик. Развлекались, короче. Развлекались как могли. Вот да. Так, ну что, полуношники? Угу. До скольки стрим? Я думаю, наверное, даже не знаю, что, расходимся как или как еще сидим. Фиг его знает тоже. Обычно до часа, но что-то в последнее время мы все время до 2. Пылесос обыкновенный, моющий в студию. Блин, тут надо 2 пылесоса. Все было, можешь жениться. Все смешно. Слушай, по поводу Серега Кузин, не знаю. Обычно я стараюсь до часа, но что-то в последнее время мы с вами опять трендим, и в итоге час чип не отреборен. Либо сейчас быстренько реборим, сажаем. Со слотами там, походу, специально было загнуто. Там 2 слота. Кстати, где-то у меня даже он остался. Мы с вами, и они прям сломаны. Ну, как бы нереально их так сломать. Скорее всего, там вредители были. Потому что при этом мало того, что слот сломан, туда еще оперативка была вставлена. Я не знаю, каким чудом она в выходные. Провоцируйте. Провоцируйте. Просто 2 слота сломанных. Ладно бы 1, но 2. И туда еще оперативка вставлена. Типа оперативка вставлена и якобы не видно. Но на самом деле могли и замкнуть. Такое себе. Ну, где наш не пропадала? Обрыв слотов оперативной памяти тоже мы делали. Был какой-то аппарат. Какой-то, не помню. По-моему, Lenovo какая-то. Мы еще думали, на нажатие реагирует. Думали реболить просто. Оказалось, нифига. А у меня сейчас, подожди, у меня где-то остался в этом. Я вроде не выкидывал. Сейчас найду, погодь. Сейчас. Где-то. Во. Мы просто один поменяли, второй я это... Смотри, сейчас покажу. Как? Я думаю, что видно. Ну, короче, странно. Я бы поняла, если бы оперативку не так ставили. Ну, мало ли, бывает. Ну, всякое бывает в жизни. Я бы поняла, если бы они
вместо вот так бы вставили. Ну, тогда ну, предположим, как-нибудь умудрились бы. Но здесь бы была проблема. Или здесь бы было сломано. Но вот здесь... Да фокусируйся ты. Короче, такое себе. Такое себе. Угу. Молотком забивали. Да. Да я порой на самом деле, если честно. Люди, такие люди, то, что там биос кто-нибудь зашел не тот, это как бы человеческий фактор. Ну, бывает такое, человек зашел не тот биос, человеческий фактор. Особенно на Асусах. Как бы я уже даже... Да специально испортили, но мотив мы не знаем. Ну, кто-то предположил, что хотели списать, но, блин... Ну, там оперативка стояла. Я бы еще поняла бы там, как бы, ну что... Я смотрел этот стрим, может, все-таки утилизация, типа... Кто пьет? Ну-ка, отдохни. С утилизацией тоже приносят, но там, блин, с утилизацией... Обычно там все-таки либо они просверлены, либо, может, ты имеешь в виду, что, типа, кто-то решил схалтурить, что, ну, из разряда, типа, утиль, но не сильно. Потому что там прям просверленные платы. Но я их все равно выкупаю, беру там. Или, ну, потому что с них можно там много чего снять. Фух. А там, как, ну, это, блин, ну, это реально человек. То есть это, причем 2 слота. Я бы поняла, если бы один. Отвертка скачивал. Ну, бывает. Ну, правильно, ну, отвертка скачивал. Ну, там 2 слота. И оба слота в одном месте. Ну, как бы... Как бы такое. Так, сейчас я схожу за этой ватным диском. Так, ватный диск. Нет, попадалось, когда дети там что-то в разъемы запихивали, там монетки, фигетки. Ну, я думаю, что это мы сталкивались. Но это человеческий фактор. А это хуй... Без мат. А это фигня, это фигня. А сегодня ремонт будет? А кто же его знает? Ну, сейчас, если Екатерина дочистит, может, отреболим. Угу. Так, тестесы с комаром. Ладно, давайте что, найдем, чем зареболить. Погнали. Вообще покупать на Авито, либо брать вот что-то такое из разряда за то, от чего отказались, какой-то, блин, стрёмный ремонт у нас бесплатно по стримчику. Это все, конечно, интересно, но я даже не уверена, что это как-то реально пригодится в жизни, потому что я не знаю, какова вообще вероятность, что вам когда-нибудь попадется такой ноутбук. Ну, блин, если честно, стремиться к нулю. Да, Кузьмич, так и есть. Так, он, не он, вроде он. Ну-ка. Ча. Не он, погодь. Я трафарет найду, блин. Трафареты. Так же, как вот с этим Asus'ом, который с красным проводом. Ну, какова вероятность, что, блин, вставили в корпус плату, ну, она встала в корпус, до платы все сошли. В итоге мы до платы переделывали, даже VGA переделывали, оказывается, что он несовместим нифига. Хотя в корпус встала, я такая думаю, блин, кто такой додумался? Причем не похоже, как бы, я даже не знаю, как это описать. То есть бывает, на Авито откровенно собирают из 2-3 ноутов один и сливают. И это я знаю. Катя, сейчас попробуем. А это какая-то хрень. Примеряем. Сейчас. Так, оно. Вроде оно. Так, а это тот самый хреновый трафарет, что ли? Ладно, разберемся. Давайте смотреть. Я, кстати, сегодня попробовала, что-то я там реболила, какой-то видак, не помню, какой уже. Вот. Использовала вот эту штуку.
И скажу я вам, быстренько все треболилось. Эх. Чё, давайте опробуем магнититься. Блин, это не магнитный трафарет. Да? Магнитится, но слабо. Подожди. О, он вообще не магнитится. Очень слабо магнитится. Прям очень слабо. Прям. Так, дайте-ка я посмотрю, есть ли у меня другой трафарет. Слушайте, если в таком формате смысла нету, там придется на старую оснастку переходить, на такого плана. Угу. Сейчас, погодь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эх, жаль. Ну, он не удержит, он вообще практически не магнитится. Сейчас. Не, нифига. Не получится. Он как бы, смотрите, он как будто бы примагнитился, но так слабо. Ну, вы видите, да, что я вот его прям... То есть он не будет держать. Плюс он немножечко изогнут. Вот. А чип, наоборот, вот так изогнут. То есть если мы посмотрим, чип у нас получается... Стой. Как бы чип у нас вот так. Какой-то лодочкой показать-то. Короче, чип у нас вот так, а трафарет вот так. И, соответственно, там будет, наоборот, зазор. Угу. Название штуки студию. Какую штуки? Какой? Ты про вот эту? Название штуки. Штука студию. Ты про эту? Если про эту, это магнитная база XZZ. Вот такая штука. В принципе, на последних стримах мы пользовались вот такой план, вот такого плана. Вот. Но здесь открытый магнит, и здесь, походу, больше магнитов. Здесь один, здесь побольше. Сил не хватило разобрать. Но, как мы видим, ковришки совместимые сюда и сюда. Плюс, типа, вот база. Там-то 11-е поколение, по-моему, трафарет. Что сюда, и, в принципе, сюда она тоже встает. Вот. Так что... Если ты про это. Так как трафарет практически, ну, видно, да, что он вот гуляет. Вот, для примера, вот трафарет, смотрите. Ну, прям, короче, этот посерьезнее магнитится. И этот не прокатит. То есть еле-еле, он не держит. Соответственно, я думаю, что по старинке. Кстати, из таких вот трафаретов, спасибо, да, пожалуйста. Вот этот более-менее мне зашел. То есть сейчас покажу. Видите? Возвращаемся к старому способу. У меня вот такой вот обычный, который мы пользовались, да, два вида. Ну как там, полтора вида. Там просто разная пружинка. Действительно, все секрет не нахожу. Тебе, наверное, на лабе просить найти такой... Что? Вы про... Понятно. Два типа. Сейчас покажу. Вот так. Я почему две прикупила? Большая пружинка, маленькая пружинка. Какие-то чипы удобнее с маленькой, какие-то удобные с большие. Ну, понятно, что от кристалла зависит, да? Вот. Из последнего вот такого прикупила штуку. Большая пружинка, и, видите, она винтом прихвачена в середине. То есть какой-то вот такого плана. Ого, болики-реболики сейчас. Дональд, ты еще здесь? Да, болики-реболики. Погнали. И как раз-таки именно вот с этих оснасток у меня и пошла привычка каптоновым скотчем кристалл заклеивать. Потому что все-таки могут повредить кристалл. Угу. Погнали. Так, ну вот это вот дешевый трафарет. По-другому скажу, это хреновый трафарет, но какой есть. Работаем с тем, что есть. Оп, оп, оп. Погнали. Что-то когда там был шорс какой-то, там кто сказал, кристаллы все поцарапаешь. Я такая, блин, с чего я поцарапаю? А потом до меня дошло, там на шорсе не видно было, что я каптоновым скотчем кристалл наклеиваю. Ну, обклеиваю. Я такая думаю, ну, блин, понятно. Думаю, фантазеры, вот фантазеры. Каптоновый скотчик отлично спасает.
Иногда пружинка может дать свое дело, особенно если где-нибудь там вот на, ну, короче, оп, на уголок, на скол, чтобы не было скольчиков. Ладно, так, что я? Да ничего я. Погнали. По поводу, как располагать. Смотрите, какое дело. У нас получается, еще раз, вот, фокусируйся. Ну, видно, что трафарет вот такой, а чип вот такой. Поэтому прихватываем вот здесь, вот посерединке. То есть вот так не надо делать, иначе он будет гулять. Если я вот так вот сделаю чип, то трафарет просто будет... Ну, короче, между трафаретом и чипом будет большой здесь зазор в середине. Нафиг, такие приколы. Комар херней не... Да, комар фигней не поинтересуется. Комар фигню только ляпнет. Благодарствую, здравы будем. Комарчик, ты такой. Все. Так, риболем. На моб 39, все-таки он такой липковатый, сойдет. Будем риболить. Нить. Сойдет. Давайте-ка немножечко сейчас флюсика размажем. Кстати, вот силиконовая кисточка в плане намазывания флюса мне прям зашла. У всех вкусовщина, но палец никто не отменял. Намазать флюс пальцем сложно устоять. Но, кстати, имейте в виду, та же Эрса или Эрса, не знаю, как хотите. Я вот, скажем так, у меня на нее аллергия, как выяснилось. То есть я не рекомендую, чтобы она на кожу попадала вообще. Поэтому Эрсу я пальцем не размазываю. А эти вполне себе. Ну, китайские флюсы, понятно, мы все от них там кашляем, чихаем, это понятно. Это не считается. Это как бы... Это просто так. Так и есть. Эх. Я столько лет IF 8300 пользовалась, что когда я решила перейти, прям, ну, попробовать новые флюсики, кто ж знал, что меня прям затянет. Вот. Это как, знаете, расходники, флюсы, трафареты, это все реально расходники. Причем покупаешь комплект вот этот XZZ, начинаешь трафареты брать. Покупаешь такие-то, называешь такие-то брать. Сейчас под микроскопчиком быстренько прихвачу. Так, с 0,45 это понятно? Давай. Стой. Оп, микроскоп. Так, Катерина. Чувствую, стрим скоро будет заканчиваться. Что-то я уже начала стрим бодренько, тут уже под конец вечера все чувствую, да, медленно начинаю все делать. Ну ничего. Медленно, но верно. Чипарик от риболем, никуда не денемся. Угу. Рибол — это нечто медитативное, обожаю наблюдать. Так уж скажи, ты просто любишь наблюдать, когда другие работают. Давай, по-честному. Оп. Сейчас. Полиинтерфарет. Ох, трафарет, блин, сейчас покажу. Трафарет-то, блин, сидеть. Да сидим. Трафарет гамно. Ну, сейчас покажу, насколько гамно. Слушайте, блин. Так, ну, блин, это прям совсем гамно трафарет. Как бы... Сейчас покажу. Возможно, придется его в 2 этапа. Это сейчас все залипнем. Так, смотрите, какое дело. По поводу... Так, чип усадим, и можно разбегаться по подушкам. Так, смотри, какой прикол. Насколько чип... Ой, насколько трафарет гамно. Смотрите. Видно? Я думаю, что видно. Я боюсь, что тут, блин, 2 шара проскочит.
Если только придерживать пинцетом. Ну, то есть сейчас шары будут засыпать. Ну, блин, ну там нифига себе, там смотри, сколько расстояния между чипом и трафаретом. Там реально, блин, 2 шара могут проскочить. То есть если здесь типа окей, то вот в середине жесть. Не знаю, если только подприжать. Так, либо пойти на другую пружинку. Классика. Услышь себя. Люди. Угу. Как любой человек, который на 3 вещи смотрит. Да-да, Альф. Не, Кать, лучше не мучайся. Это проверка на скилл. Так, какой вариант? Вариант сейчас, знаете, какой есть? Есть вариант, у меня есть на это дело другая пружинка. Сейчас попробуем. Ну, хоть дырки совпадают. Ну, хоть что-то радует, да, в этой жизни. Сейчас, погодьте. Это, конечно, тоже не самый супер-пупер. Можно, знаете, как сделать? Можно взять, вот так вот прижать фольгой, вот этой, облепить, чтобы половина была прилипла, вот так вот прилипшая, отреборить, потом наоборот, я раньше так делала, но это совсем. Приветствую! Опять ломаем, чиним. Да, мы такие. Так, ну это что-то, блин, надо сейчас что-то придумать. Сейчас сделаем. Ну-ка, а если вот так? Так, ну как будто бы с этой оснасткой чуть получше, но все равно, ну так, ну с этой получше вроде. Блин, нет, все равно высоко. Блин. Так, а если что-нибудь подложить под пружинку, чтобы она просто этот чуть-чуть... Ну нет, это трафарет. Слушайте, ну я фиг его знает. Или попробуем. Да ладно, фиг с ним, давайте попробуем, пофиг. Без интонации читаете. 2. Комарчик, ты смотри-ка, разошелся, уже оценки ставит. О, блин. Какой, а? Так, трафарет гуляет. Ну ладно, комар, тебе можно. То, что трафарет гуляет, это как бы, да. Давайте попробуем засыпать аккуратненько. Знаете что, засыпем. Я потом, наверное, просто вот так вот придавлю, а лишнее мы попробуем убрать. Ну, немножко изврат, ну что поделать, работаем с тем, что есть. Ладно, разберемся. Видите? Комарчик, иди чмокну тебя в носопырку. Давай. Все. А то без интонации не расстраивайся. Ладно. Всем доброй ночи. Привет. Постит 9. Привет. Тогда попробовала вот здесь. Вот, ну, тут она немножко повыше пружинку. Думаю, может, она сможет его выгнуть. Но не особо. Зато прохладно, минус 15. Хрена себе прохладно, да? Свежо. На самом деле вариант, типа, сейчас покажу. Где ты? Есть у меня под рукой? Как один из вариантов, вот такого плана использовать, блин. Половину примотать, ну, чтобы держался, она будет держаться. И так за 2 прохода отребулит, но мы пойдем другим путем. Че нам, кабанам? Погнали. Так, это у нас 0,45, 0,45. Ладно. Погнали на 0,45. Че? Сейчас как-нибудь зареболим. Оставить телячьей нежности. О, ах ты какой, комар. Ты че сегодня? Белины объелся? Представляешь, еще это такой комар против у нас. Ладно, я запомню. А что запомню? Я запишу, блин. Ну, давай, проваливайся ты уже. Походу, все-таки надо будет вручную расставлять чуть-чуть. Ну, давай, сыпься. Ладно, пойдемте вручную доставим. Угу. Комар, а ты что это? Как не родной прям. А?
Ой-ой-ой, блин. Эть. Окей. Окей. Сейчас пинцетик почистим. Ну, давайте доставим. Что тут? Что тут у нас? Что тут? Где тут? Погнали. Так, это мы... Катерин почистил трафарет. Ну ладно, фиг с ним. Шары в лузу. Шары в лузу. Оп. Оп. Как всегда после холодильника. Ну да. Шоу шарами. Все, да, ты в курсах, да, все так. А после холодильника у нас шоу с шарами. Иди сюда. Сейчас какой-нибудь... Сейчас, подождите, что-нибудь возьму. Какую-нибудь штучку. Может быть, еще один пинцет? Нет, еще один пинцет жирно будет. Катя, короче, такой играние трафарет из кристалла двух боковых пружин посередине. Там два момента. Там получается то, что чип такой, ну так и должно быть. И трафарет. А трафарет в обратную сторону выгнут. Короче, этот трафарет выгнут в обратную сторону. То есть чип выгнут, но это как бы еще раз для чипов нормально. Они при установке обратно сделают. Оп. Но тут еще и трафарет такой. Ну ладно, что. Разберемся. Разберемся. Шоу с шарами. Погнали. Давайте, прыг. Видите? Так. Не, ну такое, конечно, надо днем делать. Ночью это какой-то короче, как медитация. Во. Стоп. Запихивайте шары. Давай. Сейчас раскидаем. Давай, раз. Давай, два. Не, ну не то, что прям им нельзя зареболить. Можно, просто хотелось бы, чтобы раз и все. Ну ничего. Оп. Давай, иди сюда. Где ты? Сойдет. Так, тут уже по 2 шара, получается, у нас тусуются, да? Да. Так, ну по 2 шара, конечно, не надо, но... Ну, сейчас это дело как-то отследить, что у нас по 2 шара не попало. А то кое-где действительно из-за этого зазора по 2 шара получается. Такое не надо. Нам такое не надо. Кикс. Эть. Давай. Катаем шары, гоняем шары. Все, накатываем, сажаем и баю-бай. Я думаю так. Раз уж начали. Правильно говорю? Цирк шарами. Ну да. Так, мы трафареты в книгах начнем хранить. Ну, почти. Переход дырки заполняет я шарами наглядно пособие по электронике. Ну да. Что поделать? Ну, знаете, вот к вопросу, причем как бы от цены трафарета не всегда прям такая прямая зависимость. Так, 2 шара, 1. А здесь уже 2. Иди сюда. 1. Оп. Я про рамки рассказывала уже. Еще раз расскажу. Короче, прикупила я рамки для процов. Есть такие процы, которые уже грели, жарили, они уже, ну, короче, деформированные. Как правило, у них один угол задирает. И, в принципе, они как бы живые, просто, ну, уже все, перегреты, деформированы. И, как бы, в принципе, на рамку их делаешь, и можно их посадить, и все окей. Я купила рамку. Отдала, не помню сколько, что-то 400 или 500 рублей. У меня жаба такая, думаю, блин, за рамку, ну, нафиг надо. Она пришла, она вообще никакая. В итоге я, по-моему, в НБЗипе заказала дешевле и намного лучше. И она действительно, ну, позволяет кривые процы сажать.
Причем настолько, ну, первый вариант пришел, мягкая рамка настолько мягкая, что, но она не то, что там, я не знаю, чип не держит. Ну, короче, она, ну, прям дунешь, она выгнется. Я не знаю, кто такого додумался. Там, в принципе, сами эти рамки для просов — это сомнительная тема, то есть она, ну, как бы, чтобы просто посадить процы, они не нужны. Но еще раз говорю, если уже процы гретые, перегретые, и нормально их не посадить, сажаешь, они угол задираются. Но это, скорее всего, от неравномерного прогрева. То да, они позволяют посадить такие чипчики. Ну, просто отдать там 400-500 рублей за рамку, которая еще ни хрена не держит, это было неприятно, скажу я вам. Мне так не понравилось. Да, так. Мы, ну, видите, так, это я читала. 62 человека, ни хрена себе, сказала я себе. Техноманьяки. Лайки поставили? Ссылочка на поддержать в описании. Так. То сидят, помалкивают, смотрят, как тут тетенька шары катает. Оп. Обычно после так-то в цирке зверушки, а тут шарюшки. Ну, как есть. 63 человека ночных. Я даже не знаю, кто. Техноманьяков. Чуть-чуть вручную досыпем, докидаем шариков. Или вы тут дремлете на стримчике, признавайтесь. Или вы это посмотрите, как другие люди работают. Как Альф, да, Альф? А что говорить? Ну да, комбит еще тут. Катя, ты меня сейчас видела с утра? Уже наблюдаю. Уже 60. Альф. Да. Чё, как ты кофейку бахнул, проснулся? Ну, а что тут говорить действительно? Ну, вы там киваете хотя бы? Как сделать шоу из ничего? Купите хреновый трафарет. Развлекайтесь. Ну ладно, тут хотя бы это отверстие соответствует, а это еще действительно ладно, это не так страшно. Ну, стоять. И оп. Так, по шарам вроде раскидались. Единственное, что сейчас надо бы проверить, потому что вот тут вот. Ну-ка. Вроде по одному. Какие были по 2 шара, я их вытащила. Остались вроде по одному, но надо все равно аккуратненько, потому что вот в этом месте, ну, было такое, что 2 шара, но я вроде постаралась их вытащить. Залазьте. Помните, как эта игра, кто-то там выскакивает, суслик, кролик или что-то, надо было молоточком хреначить. Вот. Какой фигней я занимаюсь? Так, ну здесь как бы... Ладно. Вот. Ближе к центру меня интересует. Чтобы не было двойных шаров. Трафарет какой-то странный. Шары, падайте, шары. По идее, шары должны были упасть, они что-то как-то не особо падают. Так не должно быть. Ну ладно. Так, с этой стороны вроде... Окей. Вот здесь вот только. Поправим. Да. Ну, допустим. Ай-яй-яй, так не надо делать. Не надо так делать. Иди обратно. Иди. Все, сиди здесь. Блин, смотрите, рука дернулась. Ладно. Сейчас поправим. Давай, иди сюда, иди. Оп. Говорится, ничто не предвещало беды. Ну да ладно. Все. Один еще на место ставим и погнали. Просто когда я не могу заснуть, хожу шары считать. Давай, писал шутку про Катерину и шары, комп завис. Только до шаров дошли, агась. Погнали шары, да. Да, бывает.
Да мы что-то стали болтать про термопро и прочее, и, как говорится. После ночного перекуса как давай болтать. И заболтали. Ой! Кто это? О, я тебя знаю, да! Где гусь? Гусь, иди сюда! Гусь! Поздравляю всех с наступившим Новым годом, словно новогоднюю елку украшаешь. Спасибо большое! Спасибо, Олд Рейвен! Спасибо большое за донат! Спасибо, бро! Спасибо, друг! Ты помаши лапой! Спасибо! С Новым годом! Вот, спасибо! Ту-ту-ту. Пошел! Не техноманьяки, а подданные Екатерины... Да, Екатерина Первая. Владычица страны Лаптопии. Ой, наконец хоть кто-то вкурил. Я вообще не думала, что Лаптопия это я. Я думала, типа, Лаптопия, ну, типа, страна, место, где мы тут занимаемся. Скорб, да ты в теме, блин. Наконец-то, 70 человек, ни хрена себе, сказала я себе. Нет? Так, что у нас тут? Жарим, парим, кочегарим. Погнали потихонечку. Штрафную. Пошел, родимый. Такс. Где ты? Скорб-то в теме. Привет. Ой, Амперчик. Привет, дорогой, привет. Привет, Кате и чату. Привет. И Гусю. Гусь, помаши лапой. Гусь. Гусь намытый, кстати. Спасибки. Ведь. Чё, давайте зареболим на говнотрафарете. Свет, камера, мотор. Единственное, что я, наверное, поток воздуха поменьше чуть-чуть сделаю, чем обычно, потому что пусть будет на 40. Что-то мне кажется, что как бы не повылетали бы наши шарики. Странно звучит, но ну да ладно. Ну да ладно. Чё, погнали, блин. Эх. Главное спокойствие. Да. Штрафы старым. Погнали. Это не видюха, это проц с леновского ноутбука. Сейчас мы... Стоп. Лишний шарик. Запасной. Прогреваем равномерно. У меня 340. Жги. Погнали. О, пошел трафарет выгибаться, блин. Нет, дорогой, не надо. Блин, как тебя? Ладно, фиг с ним, выгибайся, пофигу, перезеболим. Что делать? Как его выгнуло, вы бы видели. Ладно, фиг с тобой. Я уже смирилась. Ни хреново его так выгнуло. Пошли кататься шары. Большие, малые. Блин, еще как раз вот в середине чипчика. Ладно, работаем с тем, что есть. Таким трафаретом, который есть. Чуть-чуть пусть. Держи его. Больше не предлагаю. Так, держи его. Эх. Давайте под микроскоп сейчас. Так, есть проблемка. Знаете, какая? Походу трафарет поднялся. И те шары, которые были, походу, не это. Под чип, что ли, залегли. Блин. Да ладно. Ладно. Сейчас разберемся, блин. Давайте снимем. Да, короче, там что-то много чего не припаялось шаров. Фиг с ним.
Это мы убираем. Меня вот эти смущают, они могли уйти. Говнотрафарет, блин. Давай, давай, говнотрафарет. Давай, родимый. Ну да, да, это вот то, про что я говорила, блин. Короче, смотрите, за счет этого люфта, который образовался, у нас получается, трафарет как бы поднялся, а потом опустился, и вот, посмотрите, слипшиеся, блин. То, что не припаянный, я могу отдельно доставить, а то, что вот эти вот... Угу. Короче, это надо убирать и, видимо, доставлять. Засранцы, а какие? Я думаю, что видно, да, вот это вот место. Видите, он какой? По идее, его надо бы как-то... Блин, спокойно. Как-то вот вы... Не, ну он, видите, он люфтит. Он так и будет. Эх, о, no. Ладно. Не страшно. Сейчас пшикнем. Я еще что боюсь? Центр полностью освободил, опасно. Да, там получается, ну как бы трафарет вот такой, чип вот такой. И когда я его подняла, у них уже можно тоже оплеткой. Ну, видимо, да, они вот как раз-таки сместились. Блин, подпирать тоже стрёмно, потому что трафарет, ну, такой себе. Не дай бог, чип остынет и примет форму трафарета. Это будет еще хуже. Давайте, ладно, под микроскопчик. Сейчас я быстренько уберем, что там напаялось. Сейчас решим, как лучше сделать. Ну, блин. Ну, ай, блин, ладно, не страшно. Жиденький трафарет. Трафарет, да, трафарет, конечно, говно. Ну, как есть. Как есть. Угу. Давайте так сделаем. Сейчас я посмотрю масштаб. Так, смотрите, вот отсутствующие шары, это вообще не проблема. Это мы докинем, допаяем, как бы меня это не кумарит. Так, слипшихся нету. Проблема какая? Проблема вот в этом месте как раз-таки. Ну да, вот они, два шара. Здесь вообще мясо, здесь мясо и здесь мясо. То есть докинуть шары, еще раз говорю, это не такая большая проблема. Это можно даже убрать пока. Знаете, что сделаем? Сейчас я уберу это дело. Наверное, вот это вот такое себе место сейчас мы уберем, зачистим. Все-таки я его, пожалуй, в ультразвуковой почищу и вручную уже доставлю, потому что что-то, мне кажется, что такое себе. В каждом шарике точно дозированное количество прибыли, в отличие от пасты. Трафарету выговор, без фена паяльником. Все не так плохо. Ну, шары, да, ванночки будешь отмывать после рыбола. Я думаю, я сейчас сделаю так. Я срежу или уберу, не знаю, или выпью, сейчас посмотрим. Вот эти шары залипонские отмою в ультразвуковой ванне со спиртиком и на чистый чип уже точно локально доставлю шарики, потому что что-то мне кажется, что, блин, ну такое себе. Нет, есть, конечно, вариант, знаете, что сделать? Вот берете, вот так пополам разрезаете, и ну мы так делать не будем. Ну-ка. Как его убрать? Аккуратнее. Аккуратнее. Так, либо паяльником. Ну, не знаю, паяльником надо жало менять. Сейчас решим. Либо половину шара срезать, либо... Так, ну вот это точно надо убирать. Так, эти просто не припаянные, фиг с ним. Какие-то шары, видите, нет, наверное, все-таки ультразвуковой рано. Хрен с тобой. Давайте болгарку. Может, не сегодня? Думаю, жало поменять. Расплавить феном паяльником большую часть. Сейчас посмотрим. Добери оплетку, несколько десятков поставить не проблема.
можно феном и оплеткой аккуратненько убрать. Сейчас посмотрим, как лучше это сделать. Давай. Так, это мы расплавим, это мы уберем. Сейчас посмотрим. Либо все-таки скальпелем. Блин, мне лишь бы скальпелем поработать. Так, это фигня. Давай. О, минус пятак, здрасте, блядь. Так, походу надо на завтра оставлять, то я уже начинаю косипорить, блин. Ё-моё, а его еще устанавливать надо. Здравствуй, жопа, Новый год. Не, все, завтра. Что-то, мне кажется, это... Я уже пошла в разнос. Еще и восстанавливать надо. Ну, это я восстановлю, не проблема, но нафиг такие приколы. Все, говори же про пятак. Говорил, да. Эх, все, заканчиваем наши приколы, а то это уже не то. Не то. Икс. Оп. Не, менять жало и убирать. Может, действительно, пора отдыхать, да. Пам-пам-пам-пам-пам. Паяльник через трафарет обычным припоем не проще. Спать, да. Пожалуй, да. Спать. Завтра уже на свежую голову. Мне очень страшно так переживать за свои шары. Не переживай так. Не очкуй. Не очкуй. Не очкуй, Славик. Угу. Посмотрим по борде. Да если что, я восстановлю, не проблема. Как бы глянем. Так, знаете, что надо сделать? Надо, наверное... Давайте, наверное, так. Только зайду, сразу все спать. Блин, и не говори. И не говори. Наверное, все-таки быстренько феном я пройдусь. Те, которые запаянные, чтобы запаялись. Потом очищу, отмою и как бы все сделаем. Угу. Погнали. Не очкуем, не переживаем. Давай. Погнали. Пошли, родимые, на место, пошли. Дин-дин-дин-дин, пошли. Так, ну, вроде все на местах. Остальное будет убрать проще. Агась. Утро вечер мудренее, да. Насыпание... Так, все страшно, у меня флешбеки погнали. Спокуха. Не очкуем. Все, пусть остывает, потом это уберем. Эти доделаем. На свежую голову. Все, хватит на сегодня наших приколов. Звезду Катерине Александровне, Костю на запырку. Вот это я понимаю, вот. А то что-то там вредничал, там что-то думаю, что такое, как будто комар не мой, подменили. Вот это мой. Да. Вот это я понимаю. Это по-нашему. Ладненько. Что мы, значит, с вами сделали? МСАйку, ну как, картинку видели. Нам нужно будет, знаете что? Нам нужно будет доделать, у нас залитый есть еще MSI, это раз. И MSI, который на замену слотов и ребол проца все еще висит, надо бы его сделать. И это два. То есть у нас два MSI, получается, да, зависли.
Ну как не зависли, они ждут, пока Катерина до них в рамках стримчика дойдет. И это да. По нынешнему MSI-чику заказываю шлейф и проверяем, что как. Вот. Там еще надо посмотреть, жива ли матрица, но это мы уже как бы там, я думаю, разберемся. А у нас еще есть плата там, где мы пытались 8 гигов сделать. Вот с ней надо еще что-то похимичить. И у нас еще остался Asus, которым мы хотели допаять. 2 слота оперативки есть, еще 2 хотели допаять, чтобы было 4. Во, вроде так. Если где-то что-то забыли, напоминаем. Если что, комары, мужики не кусаются. Ладно, ладно. Так весь сок на сапырке. Все. Спасибо тебе большое за компанию. Спасибо за стримчики. Спасибо за поддержку. Спасибо за донаты. Old Raven у нас глав. Утка сегодня. Кравцов, спасибо тебе большое. Гоби, Тестер, Гарик. Спасибо, спасибо, спасибо. Гусь, поблагодари. Поблагодари, Гусь. Благодарю, благодарю, благодарю. Спасибо за донаты, спасибо за поддержку. Лайки, комменты, что там еще эти блогеры говорят. Ну, короче, вот это вот самое вот. Все, как вы знаете, все, как вы любите. Вот. Так, завтра я, наверное, занята. Может быть, через денечек. Как вам такое? Через денечек встретиться. Я думаю, нормуль. Все. Всех чмок. Прощаемся. Всех благ. Да. Протончик. Все на месте. Сейчас со всеми попрощаемся. Ой, чат побежал. Комарчик, всего доброго. Ампермания. Альфинг, Старбуки. Сергей, Семенов, да. Авидео. Постит 9. Иван Нунейм. Аквалару. Кого еще? Кузьмич. Так, Иван Нунейм сказал. Кузьмич был. Тестесов. Шанс был. Ну-ка, выходите. Дональд, ой-ой-ой. Скорб. Бай-бай-бай. Да ладно. Такс. Кто там? Регион 67 веб. Всем пока. РФ Патриот. Спокойной ночи. Баю-бай. Всем бай-бай. Так, там был еще Гайсин Абдулла тоже был. Так, Серега был Кузин. Кого там? Комбит? Тут, не тут? Ну, кивни. Я думал, еще что-то сломаем. Алексей Макаров. Пока-пока. Так, не прощаюсь. До скорой встречи. Сломаем, Дональд, сломаем, но уже... Old Raven. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сломаем, но в следующий разок. Я думаю, на сегодня хватит. Опять до 2, блин. Хотел до часу, все равно до 2 с вами сидим. Все это, блин, все больше и больше. Вроде 3 часа стримили, сейчас уже 4 стримим. Как такое может быть? Кто виноват? Что делать? Ой, Дональд, утки, спасибо за стрим. Спокойной ночи. Утки. Дональд успел, прилетел. Лапы, маши, лапы. И вы представьте на минутку, что их выдумали утки. Так, а почему у нас комар кричит на утке? Спасибо за стрим. Спокойной ночи. Спасибо, Дональд, спасибо за донат, спасибо, бро. Ну и утки. Утки. Обязательно сломаем. Пока-пока. Дональд кря. Дональд стал главуткой у нас все-таки. Все-таки главутка это Дональд. Спокойной ночи, все. Пока, ребят.